Да, включай, потому что сейчас уже телевизор не включаешь. Включим телевизор. Команда. Это потом все. Сделали подальше. Так, где у нас Александр? Мы уже подключены? А мне надо стоять, чтобы видеть по всей республике. Мне надо стоять, чтобы по всей республике было видно. А? За трибуной? Уважаемые коллеги, присутствующие в нашей аудитории, и все педагоги, которые подключились к онлайн-трансляции. Сегодня мы проводим республиканское методическое объединение, соединив его с итоговой конференцией по реализации республиканского проекта «Школа игропедагогики Джолюк-Малышев». Этот проект он реализовывался в течение года в 3 районах республики, в Сыктывдинском, Прилузском и Ижемском районах. Подобный проект у нас был реализован также в 2014 году. Тогда он назывался «Мастерская игропедагогики Джолюк». В общем-то, смена названия, она показывает, что мы немного изменились внутри и проводим ту же направленность проекта осталась, однако проводится немного сама деятельность по-иному. Как она проводится, как она проводилась и что это был за проект, вы узнаете сегодня в течение дня. Но я хочу сказать, что в проекте, который у нас реализовывался в 2014 году, у нас работала немного другая команда специалистов. Среди них у нас были преподаватели педагогического колледжа, гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Алексеевича Куратова, педагоги детских садов города Сыктывкара. И вот я хочу сегодня с радостью вам представить лекцию, доклад одного из специалистов того проекта, Майи Николаевны Соповой, которая к нашей радости, удовлетворению защитила кандидатскую диссертацию. Сейчас Майя Николаевна кандидат культурологии, и защищалась она по теме игра и игрушка, культурологический подход. И, в общем-то, я думаю, то, что она сегодня начинает сегодняшнюю нашу конференцию, очень знаменательно. И я думаю, это тоже результат каким-то образом, да, нашего проекта. Пожалуйста, Майя Николаевна, мы предоставляем вам слово, и мы сейчас будем слушать лекцию, доклад на тему «Игровые практики современного миродетства». Спасибо большое, Зоя Васильевна. Я попрошу вас пока не уходить, потому что, коллеги, очень рада вас видеть сегодня, знакомые лица. И хочу сказать, что 1 ноября на базе Сыктывкарского гуманитарно-педагогического
колледжа прошла первая международная конференция, которая называлась «Игра и игрушка в пространстве детства. История и современность». И в данной конференции приняло более 200 человек-участников, в том числе Республика Башкортостан, Удмуртия. Среди зарубежных гостей это были у нас представители Казахстана, Республики Беларусь, Турции, Украины. Ну и, естественно, активно приняли участие коллеги Республики Коми. И вот я, как организатор от лица заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, председателя организационного комитета этой конференции Ганова Максима Алексеевича, сегодня хочу вручить благодарственное письмо Зое Васильевне за то, что она всегда с нами на связи, за плодотворное сотрудничество, и, надеюсь, наша связь это не прервется. За моральную поддержку. Да, за моральную поддержку. Зоя Васильевна, спасибо, что вы у нас есть. Спасибо. Спасибо. Да, наверное, можно где-то затемнить, если есть возможность такая. Итак, уважаемые коллеги, тема моего доклада – игровые практики современного мира детства. И сегодня я хочу поведать вам о том, что вообще происходит с игрой, с детской игрой и игрушкой в настоящее время. Проблематика игры, ее содержание, генезис и роль в развитии детей всегда являлась значимой для многих наук. Дошкольной педагогики, детской психологии, культурологии, философии, истории, социологии и других. Несмотря на то, что на протяжении многих столетий ведутся дискуссии об игре в рамках детства, в настоящее время изучение этих проблем требует обновленных подходов. И связано это с изменением самой модели детства, которую мы наблюдаем сегодня. Если раньше детство рассматривалось как период становления, подготовки к реальной взрослой жизни, то в современной психологии и педагогике детство рассматривается как самоценный, обладающий значимостью период жизни здесь и сейчас. Дети растут в быстро меняющемся мире, который не всегда понятен самим взрослым. Происходит размытие границ детства. Предыдущие паттерны уже не подходят для описания этого периода, а новые пока еще не сформировались. С одной стороны, современный дошкольник находится в зоне социального риска, в которой происходит размывание идентичности, границ реального и виртуального мира, духовно-ценностной сферы, традиционных гендерных ролей, а также слияние мира детей и взрослых. С другой стороны, разнообразные культурные практики, составляющие современную субкультуру детства, предоставляют ребенку возможность быть как их объектом, так и их субъектом. В свою очередь, эти изменения смещают казавшуюся весьма устойчивой проблематику игры и игрушки, обнаруживая в них новые грани. На наш взгляд, важно показать динамику преобразования детства, игры и игрушки, связанную прежде всего с изменениями культурных кодов и смыслов. Первоначальные подходы к изучению детской игры представлены Аркиным, Выгодским, Элькониным, Леонтьевым, Рубинштейном, а позднее Михайленко, Коротковой, Зворыгиной, Новоселовой и многими другими, безусловно, являются основополагающими, но становятся не совсем полными и проявляют свою односторонность в связи с многомерностью трансформаций, которые происходят в современном мире. Новый подход к детской игре с позиции игровой коммуникации позволяет обнаружить новые значимые составляющие игровой деятельности дошкольников на современном этапе филогенеза. Это эстетический игрушечный код, игровой нарратив, игрушечная культура. С их помощью можно проследить социокультурные изменения феноменологии детства и детской игры, соотнести черты игрушечной культуры с развитием информационных технологий и глобализационных процессов электронной виртуальной культуры современности, актуальных при сохранении базовых для культуры и социума смыслов и ценностей. Поясним значение этих понятий. Эстетический игрушечный код – это система визуальных игрушечных образов, сформированная культурой и воплощающая наиболее значимые смыслы, ценности, игровые практики, а также устойчивые визуальные формы. Игровой нарратив – это выстраиваемый ребенком игровой сюжет, который воспроизводит традиционные культурные практики и дает толчок к моделированию нового, при этом сохраняя такие универсальные традиционные ценности культуры, как любовь,
доброта, забота, справедливость, свобода, борьба добра со злом. Современный игровой нарратив – это новые фантастические сюжеты игрового взаимодействия как в ролевой игре, так и в режиссерской игре с игрушками, воссоздающие элементы повседневных социокультурных практик ребенка, дополненные его фантазией. Игрушечная культура – мир игрушек, игрушечных атрибутов, который является базой для запуска механизмов воображения ребенка, проявления его начала и свободного самовыражения. Детская игра сегодня рассматривается нами как игровая коммуникация, то есть как процесс взаимодействия ребенка с партнером по игре, взрослым, сверстником, игрушкой, в условиях которой совершается видоизменение «я» личности играющего растущего человека и расширение его индивидуального опыта, в котором ребенок, превосходя мир, как бы овладевает им. Это дает ему возможность быть не просто частью этого мира, а быть самим собой. Детская игровая коммуникация открывает ребенку возможность увидеть себя как бы со стороны, что способствует усвоению базовых культурных ценностей, стереотипов поведения, визуальных кодов и интеллектуальных моделей. Несмотря на неоднозначность и разнообразие подходов к оценке современной игрушки, существенные черты игрушечной культуры обуславливаются когнитивными изменениями социокультурной ситуации в целом и развитием информационных технологий и экранной культуры. Современный игрушечный код, кукольные монстры, игрушки фэнтези, экшн-мены, люди-черепахи, трансформеры, смешарики, фиксики и так далее весьма нетрадиционен. Взаимодействие с этими персонажами с одной стороны кажется бесполезным или вредным для ребенка, а с другой, основываясь на концепции смеховой культуры Михаила Михайловича Бахтина, подобного рода игрушки учат ребенка управлять своей агрессией, принимать иного, а самое главное – осмеивать страшное. Многие исследователи сходятся во мнении, что подобные игровые персонажи способствуют возникновению у детей агрессии, безнравственности, безвкусия, ранней сексуализации и так далее. Существует расхожее мнение, что нестандартные игрушки Барби, куклы Братц, феи, Винкс и так далее закладывают в представлениях девочек искаженный образ женщины, зацикленной на своей внешности и показе окружающим своих экстраординарных способностей. Так, например, относя Барби к суррогатной игрушке, то есть предмету, являющемуся однозначным и моночитаемым знаком, некоторые авторы считают, что в ней задан конкретный образ в контексте социальных значений, определяемых массовой культурой. Действия с этой куклой ограничены, несмотря на разнообразие атрибутов к ней. Данная кукла обладает шаблонностью, не имеет индивидуальности и является собой штампованный идеал массовой красоты. Или, например, кукла Братц демонстрирует вызывающую сексуальность и манерность. У нее непропорционально большая голова. Людмила Иосифовна Эльконинова, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, ведущий научный сотрудник Института психолого-педагогических проблем детства и, провела экспериментальное исследование, направленное на подтверждение или опровержение общественного и научного мнения об отрицательном влиянии Барби на детское развитие, в том числе понимание детьми-дошкольниками отношений между полами, гендерами. Детям предлагалось выбрать игровой материал и поиграть им. При этом детям были предложены обычные куклы и соответствующая атрибутика к игре и аналогичный игровой комплект с куклой Барби. Проанализировав содержание игр с разными куклами, а также поведение детей, характерное для той или иной половой принадлежности, авторы пришли к выводу, что богатая кукольная атрибутика Барби стимулирует воображение и наталкивает детей на разыгрывание более разнообразных сюжетных линий и тем. Кроме этого, именно в игровых сюжетах с Барби было продемонстрировано осмысленное и адекватное детскому возрасту понимание гендерных взаимоотношений. Исследователи пришли к выводу, что игра с Барби способствовала прояснению отношений между полами. Так, в игре с этой куклой дети использовали в качестве перехода к семейной жизни свадьбу, как особую форму ритуального перехода между двумя семантическими пространствами. В игровых действиях с обычной куклой этого не было.
Исследование также подтвердило, что данная игрушка сама по себе не активизирует несвойственное дошкольникам внимание к половой жизни и не имеет тенденции к ранней сексуализации ребенка. Игровые действия с Барби были более разнообразны, чем с обычными куклами, и имели меньше повторов. Этот пример ярко демонстрирует, что современным детям необходимы разные игрушки. Каждая из них может выполнять свои особые функции. Получается, что детская игра во многом обусловлена познавательной сферой самого ребенка. Именно познавательные возможности отражаются на индивидуальных способностях детей конструировать сюжетные линии разнообразного уровня сложности. Это касается и игрушек-страшилок, персонажей мультсериалов, компьютерных игр, знакомящих детей с аномальным, сверхъестественным, пугающим и потусторонним, как, например, куклы Monster High или скелетоны. Ребенок испытывает противоречия. Он, с одной стороны, боится страшилок, а с другой они становятся для него страшно интересными и притягательными. Во взаимодействии с таким странным и эпатажным игровым предметом ребенок сталкивается с границей известного обжитого дневного мира и входа в мир иной. При этом он испытывает, по словам Осориной, экзистенциальный ужас. Воображаемый фантазийный мир ребенка не всегда понятен пониманию взрослых. Взаимодействие с игрушкой в фантастическом мире невидимо для других. Это загадочная, неповторимая среда существования собственной картины мира ребенка. Также нельзя не признать, что такого рода персонажи способствуют развитию воображения, а значит интеллектуальной свободы человека. Эти игрушки вовсе не призваны развить в детях отрицательные качества или чувство страха. Как раз наоборот, общение с такими игрушечными персонажами способствует развитию ребенка чувства юмора. В этом контексте важной представляется мысль Игоря Морозова, современного исследователя куклы, отмечающего, что именно игрушка, кукла, с одной стороны является носителем детских страхов и фобий, а с другой стороны средством их преодоления. Получается, что тяга к игрушечным страшилкам и потустороннему миру у ребенка вполне естественна и вовсе не несет каких-либо негативных последствий, а наоборот, помогает справляться со страхом неизвестности. Следовательно, образцы современных игрушек нельзя рассматривать однобоко. Видоизменяется сама игрушка, и эти изменения не случайны и не стихийны, так как представляют собой общее направление преднамеренного социокультурного проектирования и конструирования социума. Ссылаясь на исследования многолетний опыт отечественных ученых Выгодского, Венгера, Слободчакова, Ильконина и других, Елена Олеговна Смирнова, доктор психологических наук, отмечает, что игровой предмет сам по себе не может вызвать у ребенка неврозы, психозы или привести к расстройству детской психики. Это подтверждают результаты пилотажного исследования игры с куклами Monster High, не выявившего их нездорового воздействия на ребенка. Этот эксперимент доказал, что играя с любой куклой, будь то обычный Пупс или фея Винкс, кукла Братц или Бэби Бон, Человек-паук или черепашка-ниндзя, дети проигрывают то, что им близко, понятно и имеет для них значение. Рассматривая некоторые примеры современных игрушек, мы приходим к выводу, что игрушка материально отражает все трансформации, которые происходят в обществе, являясь зеркалом современной цивилизации. Появление таких игрушек связано с появлением нового эстетического кода, который формируется в современной культуре, и остановить это невозможно, как и оградить юное поколение от новшеств. Выступая знаком культуры и культурных трансформаций, игрушка представляет собой не только инструмент образования и воспитания ребенка, а своего рода культурный феномен. Виртуализация сознания, изменение информационного пространства, компьютер и интернет, безусловно, оказывают свое влияние на игрушечную культуру. Все чаще на смену традиционным играм приходят компьютерные. Потеснив традиционные категории эстетики, виртуальная реальность активно внедряется в социокультурную сферу современного детства. Характерно для детской игры естественная реальность чаще замещается виртуальной. Развитие экранной культуры определило и появление принципиально новых игрушечных персонажей. Биониклы, телепузики, фиксики, барбоскины, смешарики, лунтики, багуканы, зубблсы, роботы-трансформеры и так далее. Очевидно, что экранная среда оказывает колоссальное влияние на многочисленную детскую аудиторию. С одной стороны, она изменяет традиционную систему ценностей, когда идет замещение живого человеческого общения виртуальным, экранным, которое может нанести вред
как реализации потребностей ребенка в игре, так и коммуникативной деятельности детей со взрослыми и сверстниками. С другой стороны, сегодня виртуальное пространство является объективной, актуальной, изменяющейся в реальном времени средой. И игрушка с этой точки зрения представляет собой своеобразные ворота в эту виртуальную реальность. Она не только трансформирует и моделирует действительность, но и создает виртуальный мир, который для ребенка становится реальным. Существующие тиражируемые сегодня игры и игрушки, с одной стороны, выступают средством стереотипной аутостимуляции, вызывают у детей незамедлительное желание примерки готовых образов взрослости, направленная не на освоение опыта воспроизведения жизненных ситуаций, а на формальную симуляцию их переживания. С другой стороны, игрушка выступает практически единственным культурным средством, которое, начиная с раннего возраста ребенка, становится инструментом его автономной деятельности. Таким образом, можно констатировать, что в условиях современного социума игровая коммуникация претендует на роль инструмента социально-культурного конструирования, в рамках которого происходит формирование пространства личности ребенка, социальной, этнокультурной, гендерной принадлежности, произвольности и желательных стандартов поведения, культурной и индивидуальной идентичности. Важным, на наш взгляд, является использование игрушки детьми в сотрудничестве со взрослым. Это ключевое. В обстановке устойчивого нарастания культурного разнообразия, в которой находится современный ребенок. Взрослый должен выступать в роли медиатора, который обеспечивает адекватное осмысление ребенком культурных связей. Существенным является просвещение родителей, а также грамотное и культурологически обоснованное психолого-педагогическое сопровождение и контроль процесса игрового взаимодействия ребенка. Такое сопровождение должно включать в себя эстетическое моделирование игрового пространства, выстраивание игрового нарратива, содержащего значимые для культуры аксиологические составляющие – любовь, сострадание, заботу, справедливость. И мы считаем, что адекватное, корректное сопровождение ребенка в игре, создание необходимых условий, несмотря на все изменения, которые происходят в современном обществе, все же должны привести к успешности этих процессов. Коллеги, благодарю вас за внимание. Надеюсь, что-то новое из моего доклада вы почерпнули сегодня, да? Но я думаю, что это, наверное, материал для дискуссии, потому что неоднозначные подходы, и можно рассуждать на эту тему очень много. Я благодарю вас за внимание еще раз. Ну, радует то, что все-таки наука не отрицает игру как таковую. Без игры ребенок это не ребенок. Совершенно. И в любой среде он найдет, чем играть и как играть. Ну что ж поделаешь, если вызовы современного мира на сегодняшний день таковы, что они меняют и игрушку, и сюжеты. Но действительно, то, что вы сказали про посыл, именно направленный на духовно-нравственную составляющую, возможно, мы и придем к нашим традиционным игрушкам. Но мы должны как бы это, так сказать, воспевать, что ли, да? Да. Сохранить это все. То есть популяризация, конечно, она начинается, наверное, с детского сада, потому что в семье все-таки они ориентируются в первую очередь на интерес ребенка. Что ребенок захотел, они готовы исполнить любой каприз. Тем более, что промышленность, она идет на поводу. Да, они пользуются этим. Спроса, да? А не то, что именно промышленность будет формировать какие-то новые вкусы. Хотя на это общество сейчас и нацеливает. Майя Николаевна тоже как бы алаверды. Тоже как бы вам сертификат об участии в нашей конференции и небольшой подарок, а именно вот такой вот календарь, который мы сделали, который мы делаем, в общем-то, ежегодно, но в этом году сделали в рамках проекта. И здесь он как раз и говорит о том, основной как бы идея в нашей работе, что без исторической памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа. И пусть следующий год, целый год, вот висит вот эта цитата в вашем кабинете и как раз будет основополагающей в ваших научных разработках. Хорошо. Не будем останавливаться на достигнутом. Коллеги, я желаю вам плодотворной работы сегодня. С вашего позволения, у меня экзамен, я удаляюсь. Да. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо большое. Я очень рада, что, конечно, как бы
научных работников у нас все больше и больше в республике. Хотелось бы обратиться к молодежи. Тоже надо осваивать эту дорожку. Конечно, она нелегкая, но в любом случае я знаю, что у многих есть вот эта вот научная какая-то струнка. Уважаемые коллеги, мы приступаем к следующей теме, вернее, к следующему нашему выступлению по программе. Оно посвящено итогам реализации нашего проекта, который мы бы хотели представить от лица организаторов этого проекта. Организаторами были как раз сотрудники нашей лаборатории. Но прежде чем приступить уже к какому-то текстовому и словесному докладу, хотелось бы предложить вашему вниманию небольшой видеофильм, который у нас получился как раз по результатам этого проекта. Конечно, те люди, которые у нас работают в проекте, этот фильм они уже видели, но я думаю, он будет интересен тем, которые не участвовали в нашем проекте. Я очень рада сегодня представить, что с нами вместе сегодня работают наши незаменимые помощники, члены Совета Республиканского методообъединения, методисты по дошкольному образованию муниципальных управлений образования, а именно Наталья Николаевна Нестерова, Усть-Кулом, Ольга Александровна Сажина, Сысольский район, Вера Борисовна Манькова, Усть-Вымский район, Сыктывдинский район, Екатерина Николаевна, только вы как-то виновата. Вот, и я очень рада, что с нами присутствует также Ольга Ревакатовна Кравченко из Усть-Кулома. Ирина Владимировна. Она, да, основоположница, вернее, основательница вот такого языкового гнезда Кырпоз у нас в Республике Коми. Она продолжает работу в этом направлении. Я очень рада этому, что после завершения как бы вот этого нашего проекта человек как бы вот выбрала эту стезю и продолжает эту работу. И еще Ирина Владимировна Мамонтова, методист по дошкольному образованию Карпировского района, потому что рядом все сидят. Я очень рада, что сегодня здесь присутствуют у нас педагоги из республики под руководством заведующей Галины Николаевны Вахниной. Это у нас республиканская опорно-методическая площадка в детском саду 83 ВЖ. Они продолжают как бы использовать технологию языкового погружения именно в городской среде. И я думаю, что нам надо будет найти возможность и съездить в Усть-Кулом для того, чтобы посмотреть опыт работы сельского детского сада. Я очень рада, что здесь присутствуют у нас наши республиканские инновационные площадки, а именно Пашгинский детский сад, республиканская опорно-методическая площадка по использованию средств музыкально-театрализованной деятельности в обучении коми-языку под руководством, команда приехала под руководством заведующей Татьяны Александровны Севергиной. Здесь у нас и Наталья Николаевна, старший воспитатель, и наша заслуженная артистка Светлана Васильевна Попова, она и автор, и актер, и декоратор в одном лице, и Варвара там где-то спряталась, как всегда, музыкальный руководитель, очень творческие люди. Также здесь у нас присутствует Марина Владимировна Рудецкая, руководитель детского сада «Лызм». Этот детский сад является республиканской опорно-методической площадкой по использованию изобразительных средств изобразительного искусства в обучении коми-языку и продвижении его как бы формирования его гражданственности, патриотических качеств. Так, я пропустила Дину Александровну Ликанову, самую Камчатку села. Иди сюда поближе, иди вперед. Что там ничего не видно и не слышно, наверное.
Дина Александровна Ликанова, она из села Бячево, воспитатель детского сада, она член Совета Республиканского методообъединения. И очень приятно, что она является как бы сегодня представителем от лица педагогов, которые входят в проекты от Прилуцкого района. Также здесь у нас представитель из Ижемского района Анна Александровна Канева, куда-то она убежала, или здесь она вышла, я видела, старший воспитатель детского сада номер 2 села Ижма. Так что можно сказать, что мы имеем такую вот полномочия для того, чтобы провести сегодняшнюю нашу конференцию и обсудить результаты, итоги, перспективы, плюсы, минусы. И, конечно, здесь присутствуют наши специалисты. Я пока вижу только Евгению Ивановну Пантелееву, нашего психолога, но должны подойти все, которые работали в нашем проекте. Для того, чтобы вы погрузились в содержание нашей деятельности, я предлагаю вам сейчас вот посмотреть небольшой видеофильм. А в это время я пока схожу, сделаю организационные некоторые вопросы. Зарні Бортяса, меча мила, чужанкив мінам олем давид, ожіщорнітне любий килен, симен өттуртне ащем огмет. Школа игропедагогики «Джолюк-Малышок» – это республиканский проект, который реализован на средства гранта президентского фонда общественным движением «Пони Войтер» совместно с лабораторией национальных проблем дошкольного образования. Работа школы направлена на улучшение качества детства сельского ребенка, активизацию детско-родительского общения на коми и русском языках и формированию в сельской семье позитивного отношения к воспитанию двуязычного ребенка. Руководителем проекта является Зоя Васильевна Остапова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией национальных проблем дошкольного образования. Давно известно, что игра является стимулом для развития творческих способностей, а также для формирования у ребенка представлений об окружающем мире. В игре происходит освоение детьми социальных ролей, приобретение жизненного опыта. Игра увлекает и включает ребенка в новые для него отношения, формирует мировоззрение. В школе игропедагогики дети вместе с родителями, участвуя в мероприятиях, демонстрируют свои таланты, получая искреннее удовольствие от собственного успеха. Без сомнения, это способствует формированию социальной активности ребенка, становлению доброжелательных детско-родительских отношений и оставляет яркие впечатления на всю жизнь. В 2018 году проект реализован в 3 сельских районах Республики Коми – Ижемском, Прилузском, Сыктывдинском. Каждый район имеет свой особый культурный колорит, свои исторические традиции и языковые особенности. Работа школы организована в виде тренингов, семинаров, мастер-классов, постановки спектаклей и сказок. Педагоги и родители получают новые практические знания по детской психологии и правильному взаимодействию с ребенком. И эту работу в проекте осуществляет Пантелеева Евгения Ивановна. Уроки актерского мастерства проводит Вера Степановна Пивкина. Бутарина Елена Михайловна обучает разным играм и показывает, как можно их оформить музыкально. Деятельность проекта включает в себя занятия по творчеству. Это важно при подготовке разных видов театра. Карагулина Елена Евгеньевна учит приемам изготовления кукол, декораций и бутафорий. С целью обмена лучшими педагогическими практиками по работе с детьми дошкольного возраста на базе Финно-Угорского этнокультурного парка в селе Иб Сыктывдинского района была организована летняя школа игропедагогики «Джолюк-Малышок».
Финалом проекта стали фестивали детско-родительских театров на сцене районных домов культуры. Зрители, сельские жители рады увидеть своих малышей, которые воодушевленно участвуют в театральных постановках на коми-языке. Рядом с малышами на сцене их родители. Все выступления детско-родительских театров снимаются и показываются на телеканале «Юрган» в передаче «Чолом Дюлюк». Команда проекта искренне надеется, что эта работа окажет положительную роль в деле воспитания будущего поколения сельчан, неравнодушных к родному языку и проблемам своей малой родины. Сегодняшние малыши будут завтра делать историю нашей родной республики. Зарни Бордьяса, Митча Мыла. Сейчас подойдет Зоя Васильевна. Она осветит итоги, каких результатов мы достигли по ходу реализации проекта. Понравился фильм? Спасибо большое. Команде нашей. От этого. Так, ну что же. Я думаю, что даже посмотрев фильм, уже можно и не выступать. Да? Но хотя конкретика в этом фильме, она, конечно, не показана. Так, а как здесь вот этот? Они так и пойдут? Пока слайдов. Нервненько. Господи, угодит-то. Вермотать уметь. Нет, а что, расширить же надо на экран. Слайд-шоу только что. Сначала. То есть надо будет спешить тогда, да? Нет, будьте нажимать. Итак, уважаемые коллеги, вы из фильма уже поняли, кто у нас работал в нашем проекте. И, в общем-то, конечно, когда даешь заявку на президентский грант, надо обстоятельно о каждом специалисте написать характеристику, чуть ли не как на орден, показать все заслуги и, в общем-то, все профессиональные навыки. Очень трудно писать заявку на президентский грант в плане того, что надо все писать досконально, честно, красиво и много. Они не любят, когда маленькая такая содержательная заявка, они любят буквально все тонкости увидеть. И очень много нюансов таких, что если человека меняешь на ходу, то опять же надо о другом человеке писать такую же характеристику. У нас вот смена получилась только, конечно, с педагогом по актерскому мастерству. Мы ориентировались на Сафронову Анну, заслуженного работника Республики Коми, артистки драматического театра. Она у нас озвучивала многие годы Кикуруллю в передаче. И она участвовала у нас в предыдущем проекте «Мастерская агропедагогики», но в силу того, что она очень занята, она и в том проекте как бы мало смогла где побывать, мы вышли на Веру Степановну Пивкину, и об этом, конечно, нисколько не жалеем. Конечно, для нее это очень трудно, потому что она немного другой специализации человек, но так как она всю жизнь работала на телевидении, работала с людьми, как раз вот при театральных постановках, у нее это очень хорошо получалось. Цель проекта, она понятна, и в фильме это была озвучена, но, конечно же, кроме того, что повышали мы психолого-педагогическую компетентность родителей и педагогов, хотя это, я думаю, что не было каким-то назидательным и менторным таким вот, да, то есть все это делалось исподволь, и мы не давали никакую трудное знание, трудную программу. В общем-то, основной целью было то, чтобы мы смогли все-таки соединить наши воспитательные усилия с родителями, чтобы дети были как бы вот как раз вот теми нашими... Кем они были?
Да, но даже не помощниками, а как бы, да, самыми главными участниками, и чтобы вот педагоги и родители чувствовали вот эту вот ответственность в воспитании маленьких граждан нашей республики. Чтобы не получалось так, что семья сама по себе, детский сад сам по себе, и как бы проект, он как раз хотел объединить семью и детский сад. Но самой как бы главной задачей, краеугольной задачей, вокруг чего это все у нас совершалось, это, конечно же, сохранение коми-языка, как языка семейного общения, если это возможно, если родители владеют языком. Если не владеют, то хотя бы формировать положительное отношение к языку, чтобы не было вот такого агрессивного отрицания. То есть краеугольный камень – это коми-язык. Вокруг этого мы и выстраиваем наш проект. Разные районы были взяты. Основной, конечно, принцип, чтобы они все были разноудалены. Это северный район Ижемский, южный район Прилузский и центральный район Сыктывдинский. И, в общем-то, эти все районы очень разные. Они разные и по составу населения, и по отношению, как бы, может быть, даже к языку, к культуре, по сформированности вот внутреннего этого позитивного какого-то начала. Мы не можем сравнивать никаким образом эти районы и сказать, что где-то нам было лучше, где-то хуже и так далее. Везде было очень хорошо, потому что все педагоги и родители были настроены на совместную деятельность. И, в общем-то, я думаю, потом, после моего выступления, будут высказываться представители районов, и они уже скажут о том, каким образом вот этот проект был воспринят у них в районе. Вот. Ну и в фильме вы увидели, конечно, насколько разная культура в нашей республике, и лаборатория национальных проблем дошкольного образования, конечно же, стремится к тому, чтобы расширить вот географию участия в наших каких-то проектах и семинарах, и разных формах, которые мы проводим с педагогами. В Ижемский район мы уже ездили, в Сыктывдинский район он, в общем-то, уже, наверное, задыхается от того, насколько часто приходится встречать гостей. Ну, а Прилузский район действительно мы только начинаем как бы осваивать. И надеюсь, что этот наш проект, он будет началом нашей общей совместной работы. Конечно же, обязательным в проекте являются количественные какие-то результаты, количественные индикаторы. И на сегодняшний день мы можем сказать о том, что в нашем проекте приняло очень большое количество людей. Учитывая, что итоговые мероприятия проводились в домах культуры, собирались большие залы. И вот буквально вчера у нас прошло очень хорошее мероприятие, очень хороший праздник в Сыктывдинском районе, в селе Зеленец. И дом культуры села Зеленец был полон гостей, было очень много детей, очень много родителей. И, в общем-то, получилось так, что Зеленец, они сумели самостоятельно провести это мероприятие. Обычно мы от проекта включаемся в эти праздники и героями, и сценарно, и так далее. А тут вот они сами. У них были свои ведущие, и, в общем-то, весь сценарный ход они продумали самостоятельно. Это было очень приятно. То есть мы к концу проекта уже даже позволили себе небольшой вот такой вот отдых. И за это большое спасибо. Но на сцене вчера произошла небольшая такая вот оплошность. Все-таки у нас проект уже заканчивается. Буквально вот 30-го мы должны уже отправить все материалы по отчету, поэтому вы понимаете, что все эти дни у нас что происходило, мы искали все бумаги, все факты и так далее, и поэтому небольшая оплошность получилась на сцене, что мы не смогли поздравить
одной из ведущей этого праздника, замечательную ведущую, в очень красивом платье, очень красиво говорящую. Это у нас Анастасия Леонидовна Темноева. Мы приносим извинения, и мы сейчас хотим вас поздравить. Благодарственное письмо уже оно у вас там было в пакете, да? Однако никто не подсказал. Вот. И вам подарок от нашего проекта. Не обижайтесь, всякое бывает. Но праздник был очень хороший, настоящие артисты. Я просто удивляюсь, какие талантливые у нас дети, какие талантливые родители, какие хорошие костюмы, декорации. Это просто удивительно. И вот вы видите о том, что насколько много у нас было достигнуто различных результатов по нашему проекту. В общем-то, если даже вот увидеть наглядно вот эти все результаты, то они представлены здесь вот на нашей небольшой выставке. Здесь вы увидите афиши всех праздников, которые прошли в районах. И вы можете посмотреть, что 3 больших праздника они прошли в районах. Затем в рамках этого проекта у нас были созданы диски по всем районам. Мы, конечно, ориентировались, что у нас будет 1 диск, как вот в прошлом проекте, да, и там были представлены все районы. На этот раз у нас было столько создано театральных групп, детско-родительских театров, что в одном диске было невозможно уместить все 3 района. Поэтому на каждый район у нас сделан отдельный видеодиск. И вот для того, чтобы наши управленцы из районов, других муниципальных районов знали, какое содержание, в общем-то, работы было в ходе проекта, мы вам подготовили вот комплекты вот этих дисков вам в подарок. Затем мы вам вручим для того, чтобы вы владели этим материалом. Ну а в общем-то, опять же, в рамках этого проекта каждая семья, она получила отдельный видеодиск себе в подарок. И если у кого-то, например, будут какие-то вопросы по этому поводу, вы можете к нам обратиться. Вот это, я думаю, тоже большой результат. Конечно, было очень много сделано различной полиграфической продукции. Это и различные буклеты. Это были сделаны флаеры для родителей. Где-то они у нас затерялись. Вот здесь вот, да, чтобы родители могли домой забрать. Затем мы тиражировали специально игру «Лото» и подарили каждому детскому саду, потому что эта игра востребована, и как бы сейчас такая возможность была. Сделали специальный календарь на следующий год, чтобы вот идея нашей работы, идея вот такого этнокультурного как бы направленности, она также, сейчас покажу нашим педагогам по республике, какой календарь у нас получился красивый на будущий год. Конечно же, очень хорошо то, что мы смогли собрать материал по проекту и обобщили это все в методическом сборнике. К сожалению, он не успел прибыть к сегодняшней нашей конференции, потому что мы заказывали эту книгу в Кирове. Придет эта книга только на следующей неделе, но мы обязуемся раздать эти книги по всем детским садам, которые принимали участие в проекте, и по всей республике тоже, которые как бы занимаются работой по приобщению детей к коми-языку. В этом сборнике собраны интересные материалы по организации игровой театрализованной деятельности, но очень ценным будет, конечно же, будут те сценарии, которые мы собрали, а именно сказочный материал и сценарий по известным мультфильмам, которые переведены на коми-язык. Поэтому, я думаю, этот сборник тоже будет востребован. Опять же, в ходе
нашего проекта все мероприятия, они снимались творческой группой Коми КРТК Юрга. Все выступления, они показаны на республиканском телевидении. И это, я думаю, тоже очень хорошо. Самое большое, конечно, достижение в том, что мы смогли очень много поработать со средствами массовой информации. И буквально любая новость, она была опубликована на различных сайтах и информационных каких-то каналах. И я думаю, что это тоже, оно играет большую роль в формировании положительного отношения к коми-языку, именно показывает, насколько активна деятельность дошкольных организаций в популяризации коми-языка. И это очень, конечно, радует. Мероприятия проекта, они были различными. Я думаю, в ролике это вы увидели. Это и семинары, и летняя школа, и различные мастер-классы, и так далее. Да? Вот. Ну, я хочу сказать, что летняя школа, она у нас, конечно, стала уже традиционной. В этом году она проводилась на базе Финно-Угорского культурного центра. Конечно, условия были очень хорошие, но это было возможно только благодаря нашему проекту. Я думаю, что мы уже заслужили работать в таких условиях, да, чтобы были хорошие, комфортные условия для проживания и для проведения различных каких-то учебных мероприятий. И, конечно, если будет такая возможность на следующем году, то мы опять организуем такую летнюю школу, может быть, уже на базе какого-то другого центра, а если финансы позволят, то и опять же на базе Финно-Угорского парка, да, этнокультурного парка. Очень много детских садов изъявили желание участвовать в нашем проекте. Особенно много, конечно, семей подключилось из районов Ижемский, Сыктывдинский. И, в общем-то, очень радовало, что на наших семинарах присутствовали педагоги из всех детских садов района. Буквально из всех детских садов, если позволяла транспортная возможность. Но вот даже вот сейчас, в ноябре, когда мы проводили, в октябре, да, или в ноябре, в ноябре проводили праздник в Ижемском районе, буквально приехали представители всех детских садов района, и зал был полон. Вот это всегда очень радует в Ижме, настолько у них востребованность к новой информации, к новым знаниям, насколько они готовы на такое профессиональное общение. У них буквально такой методический голод, как будто бы они испытывают, хотя они сами, конечно, тоже работают отлично в своей работе. Они показывают свою культуру, и праздник, конечно, у них отличался тем, что даже они любую обычную сказку, которую они демонстрировали на сцене, они переплетали именно с ижемской культурой, насколько они любят язык, насколько они чтят традиции своего народа. В Сыктывдинском районе, конечно, это настоящие зажигалки, скажем так, живут. Очень много креативных идей в детских садах. Тоже очень много родителей подключились из детских садов. Участвовали, конечно, не все детские сады района, потому что невозможно объездить весь район. И так уже получилось, что Сыктывдинский район, он размещен как бы по разные стороны от Сыктывкара, и приходилось выезжать по нескольку дней в эти детские сады. Но то, что демонстрировали наши детские сады Сыктывдинского района, оно радует. И, в общем-то, мы уже давно привыкли к тому, что Сыктывдинский район дает пример многим детским садам в республике. К сожалению, сегодня у нас не присутствуют здесь
представители нашего республиканского ресурсного центра по этнокультурному образованию. Это детский сад номер 8 села Выльгард. Но у них сегодня вот как раз совпало с тем, что с утра до вечера мероприятие. С утра у них конкурс чтецов, вечером у них конкурс хоров, там битва хоров. Но надеюсь, что Елена Михайловна Бутарина, она все-таки найдет возможность, подойдет для того, чтобы встретиться с педагогами, которые включены были в проект. Детские сады Прилузского района, в общем-то, конечно, не в таком многочисленном составе они включались в проект, но все те постановки, которые они нам демонстрировали, они также были очень с таким энтузиазмом проводились. Для них это, конечно, первый раз они участвуют в таких вот наших республиканских мероприятиях. Вы, наверное, и не помните, чтобы когда-то педагоги из Прилузского района участвовали в каких-то наших педагогических десантах или семинарах. В общем-то, они только-только начинают к нам присоединяться. Но все-таки мы должны помнить, что победитель республиканского конкурса «Воспитатель года», она из Летки, Попова Татьяна Павловна, и она, конечно, дает фору. Она настоящая артистка. Оказывается, она и хотела быть артисткой в детстве. Однако вот родители решили, что артистическая работа это не такая хорошая, поэтому она пошла в педагогику. И вот когда соединяются вот такие вот данные артистические и педагогические, это, конечно, вот воспитатель, он всегда победитель, да, в профессиональном конкурсе, потому что быть артистом для педагога, дошкольника, это самое главное качество, я считаю. Это и умение выразительно читать, это и умение изображать, это и быть любым героем, потому что сюжетная игра, она требует воплощения. Итак, если вот подводить итоги, то у нас в течение всего проекта участвовали 11 районов, это я вот не пойму. Это у нас проводилась летняя школа игропедагогики, участвовали представители 11 районов, 45 участников из 36 детских садов. В ходе летней школы проводились различные специальные формы. Это шила-докуд, музыкально-игровой практикум, творческая мастерская, психологический тренинг. И вот забыли Веру Степановну Пивкину, она проводила занятия по театральному мастерству, по актерскому мастерству. Как я уже говорила, что снимались передачи, все демонстрировались на Юргане. Были созданы различные 3 диска по постановкам. Методическое сопровождение. Вот как раз вот вы видите этот методический сборник, который мы получим на следующей неделе. И много различных материалов было в средствах массовой информации. Конечно, о результатах проекта мы будем говорить сегодня еще и дальше. Я думаю, что в выступлениях наших представителей из района это все прозвучит. Я думаю, что вы сами оцените, насколько этот проект результативен. Но я думаю, что то, что есть такая форма, которая объединяет нас в республике, и то, что она, в общем-то, позволяет выезжать в разные районы, встречаться с педагогами, это уже большой плюс в нашей работе. Спасибо за внимание. Сейчас я хочу предложить слово представителям из районов, которые уже выскажут свое мнение. Хотелось бы дать слово первое Анне Александровне Каневой. Если нет вопросов, конечно, мы так быстро переходим от одного к другому. Вопросы есть, уважаемые коллеги?
Так, Анна Александровна, пожалуйста, вы будете подключать свой материал. Тогда сейчас... Здравствуйте. Ну, я хочу вот сказать про проект. Для начала я хочу поблагодарить, что нас включили в данный проект, лабораторию и в лице руководителя Зои Васильевны. Всех, кто был причастен к этому проекту, это и наших наставников, это коллег, которые там участвовали, и всем организаторам. Я хочу сказать, что вот на нашем первом этапе проекта в Ижевском районе участвовали все детские сады. Установочный семинар, о котором просят еще и еще педагоги, даже они на итоговом анкетировании написали свое желание еще раз пройти вот такой семинар, который у нас проводился, установочный первый. Вот, поэтому примите во внимание, если что, нашу просьбу. На втором этапе у нас участвовало 12 детских садов, и на итоговом третьем этапе приняли участие 5 детских садов. Благодаря проекту мы в значительной степени смогли улучшить методическую обеспеченность детских садов района. Значительно выросло количество пособий по работе по этнокультурному направлению в целом. Это и игры, дидактические, настольные, а также атрибуты для театрализованной деятельности. Проект благотворно повлиял на работу с родителями, на детско-родительские отношения, выросла активность и заинтересованность педагога в работе по этнокультурному направлению. Это очень огромный плюс, который произошел по методической части. А также расширился круг общения с педагогами района и республики. Улучшилась работа по обобщению опыта в данном направлении. А также яркие идейные педагоги смогли показать свои таланты. Фестиваль детско-родительских театров был подготовлен педагогами, родителями и детьми совместно и прошел на хорошем уровне. После итогового мероприятия единогласно было принято решение о традиционном проведении такого фестиваля каждый год. Педагоги выразили желание в дальнейшем развивать данный вид работы с детьми и родителями. Итоговое анкетирование прошли 26 родителей и 28 педагогов. В целом результаты очень хорошие. Родители довольны проектом. Им очень понравилось участвовать в постановках, семинарах. Те родители, которые не смогли принять участие, с радостью ждут новые возможности. Педагоги просят о дополнительных обучающих семинарах, ведь на практике все знания даются гораздо легче. Спасибо большое за проект. Будем надеяться, что мы будем включаться в дальнейшую вашу работу. Ждем еще каких-нибудь ваших идей. Если что, будем, может, сотрудничать дальше. Спасибо огромное за доверие. Я желаю, чтобы вы все-таки сподвиглись на то, чтобы создать республиканскую инновационную площадку в Ижне. Это бы и позволило, я думаю, что выезжать, да? Именно для того, чтобы поработать на вашей базе. Вы хотели написать заявку и программу, однако время идет. Так что это все-таки это ваша инициатива, а мы уже можем только скорректировать и помочь утвердить здесь на научно-методическом совете. А так эта программа, она, конечно, дело педагогического коллектива, мы не можем вам навязывать. Или вы хотите и делаете, а мы как можем помогаем, да? Вот. Но там сидеть, конечно, не будем. Конечно. Проводить методическую работу. Большое спасибо, Анна Александровна. Спасибо. Всего доброго. Екатерина Николаевна, Тюркинский район. Тоже несколько слов скажу о проекте. То есть в данном проекте у нас в Сагдыгинском районе участвовало 9 детских садов из 17 дошкольных организаций. Значит, по отзывам участников проект был очень интересным, насыщенным именно в части проводимых мероприятий, как для педагогов, так и для детей.
и родителей. В течение года педагоги, они повышали свою профессиональную компетентность в работе использования вот этих игровых методов и приемов, которыми проект был направлен, да, показан на коми-языке. Значит, на этапе реализации тоже вот театрального этапа показов сказок тоже было очень много работы проделано как родителями, так и педагогами. Продемонстрировали все свои сказки. Как бы работа была проделана большая, да, по созданию этих детско-родительских театров. У нас тоже по анкетированию приняло участие 64 педагога и около 100 родителей. В целом тоже педагоги считают проект необходимым и актуальным для поддержки и пропаганды развития и сохранения коми-языка в Республике Коми. Также сказали, что является очень полезным, и дети любят коми-язык, им нравятся песни на коми-языке, коми-игры, дети любят танцевать под коми-народные танцы. Родители же отметили тоже большой спрос в данном мероприятии, то, что они их, можно сказать, больше активизировали вот при проведении вот этих мероприятий, может, как раньше, может, такого не было, да. Единственное затруднение у них по времени, то есть затруднения, конечно, были, но желание родителей как бы видно, оно есть, поэтому продолжать такой проект, возможно, бы в каком-то другом ракурсе было бы тоже необходимо. Вот. Но есть и предложения детских садов. Вот. Мне бы хотелось, чтобы вы потом запросили, да, по улучшению, потому что как бы есть и некоторые нюансы. А так в целом... Какие предложения? Ну, предложения немножко, может, по организации чуть-чуть. Ну, как бы просто было высказано, поэтому потом можно обсудить это уже тесно. А так как бы все отлично. Вот. Также Управление образования хочет выразить Зое Васильевне благодарность за проведение такого проекта и пожелать вам процветания новых проектов и воплощения, в общем, своих замыслов. Ну, нашему проекту. Да. От Септембринского района. Новое предложение можно написать? Да. Хорошо. Потому что на бумаге, оно все-таки более удерживается в голове. И как бы продолжение выступления именно по Септембринскому району, я бы хотела вручить подарки детским садам от проекта, потому что все-таки вчера мы были в Деремецком кусте, да? И если есть представители детского сада номер 1 села Выльгород, подойдите. Детский сад, пожалуйста, вам. Спасибо за участие в проекте. Детский сад Пашка. Здесь видеодиски для всех родителей детскому саду, в том числе. Спасибо вам. Палевицы. Детский сад Палевицы есть? Нет? Подойдет следующее. Детский сад Лозы Септембринского района. Марина Владимировна. Спасибо за работу. Да, я, кстати, хочу сказать о том, что у нас буквально на днях сейчас вышла такая вот новинка. Рабочая тетрадь детям Республики Коми. Одним из составителей этой рабочей тетради является Марина Владимировна Рудецкая. Спасибо большое. Эти тетради мы будем распределять по нашим сельским районам по количеству детских садов, к сожалению, потому что они большой тираж. Но там уже вы найдете потом возможность как-то. Детский сад номер 3, село Выльгород.
Спасибо вам за участие. Значит, там есть диски для родителей. Номер 7 силовой игр. Спасибо вам за участие. По лекции 8 поблагодарю. Да, по лекции 8 сейчас. Спасибо всем за работу в проекте. И сейчас мы представляем Обячево, Прилуцкий район. Вернее, не только Обячево, там Черезка у нас участвует. Дина Александровна Ликанова. Представитель Прилуцкого района. Вы туда встанете, чтобы слышно было? Да, микрофон. С февраля по ноябрь дошкольные образовательные учреждения Прилуцкого района приняли участие в проекте. Свое отношение к проекту я, конечно, хочу начать с того, что я истинно коми-человек. Коми-язык, культура сопровождает меня с маленького возраста. Поэтому проект стал для меня родным, вызвал положительный настрой, огромный интерес и принес результат. Первый информационно-обучающий семинар оказался очень интересным, познавательным и подтолкнул нас на реализацию проекта. Педагоги приняли участие в практических занятиях на базе детского сада номер 4, а в детском саду номер 2 прошло родительское собрание. Мы не ожидали от своих родителей такого интереса и активности. Они с удовольствием, с позитивом участвовали в создании мультфильма, драматизации сказки и в тренинге. В детских садах проводилась работа по созданию детско-родительских театров. Трудности были в подборе сказки, обучении текстов со сложными словами, потому что дети все почти русскоязычные. 4 образовательных учреждения района приняли участие в создании театров. Детские сады номер 1, 2, 4 село Обячево и детский сад номер 1 село Летка. В селе Обячево поставили 3 сказки, которые были показаны на заключительном фестивале в Доме культуры. Участники проекта из Летки подготовили 4 сказки. Педагоги, дети и родители создавали декорации, костюмы, стали актерами, даже показывали их на телевидении, и все были этому очень рады. Мы получили удовольствие от работы на сцене, от эмоциональных выступлений. Было трудно, но было всем очень интересно. Особенно рады были те родители, которые сами были героями в сказке. Впервые в жизни был артистом, волновался, но очень понравилось. Это еще одна ступень в моей жизни, сказал папа девочки, сыгравший роль деда. Также очень серьезно мы подошли к проекту Ворсанкуд. Проект получился обширным, с участием представителей социума и, конечно же, родителей. В нашем детском саду прошло множество мероприятий для детей и родителей. Ну, например, семейная среда в Краеведческом музее, оборудование куклы, мастер-класс, знакомство с домом-великаном, спортивные мероприятия с коми-играми, неделя коми-игр. Пополнилась развивающая среда в группах. Провели итоговые мероприятия игровая ярмарка Ворсанкуд. Активно подключились родители к участию в данном празднике, сшили коми-костюмы, играли в игры, испекли коми-выпечку. На групповых сайтах родители благодарили за данное мероприятие. Я сегодня побывала на настоящем коми-празднике. Увидела интересные игры, танцы, песни. Так писали родители на групповых сайтах, хотя совсем не владеющие коми-языком. Проблема обучения коми-языку остается, так как мало коми-педагогов в нашем районе. А самое главное, уходит коми-язык из семей. Работа по этнокультурному направлению продолжается. Мы являемся методической площадкой «Дошкольник юный гражданин», где этнокультурные направления занимают ведущее место. Проводим семинары, открытые мероприятия на районе. Я от Прилуцкого района тоже выражаю благодарность дружной команде проекта.
Зое Васильевне, Ларисе Геннадьевне. Спасибо вам большое. Они пестовали нас, нянчились с нами. Евгении Ивановне, Елене Евгеньевне, Елене Михайловне, Вере Степановне за душевное отношение, внимание и терпение. Благодаря вам мы побывали в творческих мастерских, узнали много нового. Родители стали активными помощниками. Порадовало то, что родители высказывают свое положительное отношение к проекту и в целом к коми-языку. Так что проект дал свои результаты. Все Спасибо очень большое. довольны. Очень интересное выступление, можете даже нам оставить. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое, Нина Александровна. Я думаю, что будем в дальнейшем сотрудничать. И вы все-таки себя чувствуете, что вы у нас член Совета республиканского методообъединения. Мы только через вас и держим контакт с районом, больше никак не получается. Все-таки в методической службе, когда методист не ощущает себя как бы ответственным за эту работу, то очень трудно нам потом поддерживать контакт с районом. Вот в этом вся проблема. Итак, уважаемые коллеги, мы как бы озвучили вот эти вот наши итоговые результаты. Сейчас мы еще, конечно, как бы подводим итоги анкетирования. Может быть, пару слов Лариса Геннадьевна скажет по анкетам, которые вы получили, или пока еще не готовы эти все сведения. Но, в общем-то, если даже вот на то сказать вот какую пару слов про анкетирование, я думаю, что на будущее нам надо еще тоже этому учиться, анкетированию и оформлению анкет. Я уже не говорю о родителях, но в любом случае, я так поняла, что нельзя давать открытые анкеты. Мы из них не получаем никакой информации. Мы только получаем «да», слово «да», вот посчитали мы, сколько, как вот это, там первый вопрос, там понравилось ли вам участие в проекте и чем вам понравилось, мы получили «да», 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 «да». Вот подсчитать можно «да». А если же мы сделаем, конечно, формулировки, там 10 вариантов, они бы там сформулировали, на будущее мы вот это вот и будем делать тогда. Мы как-то посчитали, что, может быть, уже есть вот какой-то такой стимул от участия, и что немножечко раскроются сами педагоги и родители. Вы меня поняли, да, о чем я говорю? То есть, когда открытую анкету даешь, без выбора каких-то формулировок, то получаешь вот такую вот пустую, можно сказать, что анкету. И сейчас нам приходится каким-то образом, конечно, вытаскивать уже из переговоров, из личных каких-то бесед, какие-то сведения, потому что нам это обязательно надо будет сделать по результатам проекта. Это вот достаточно такая тоже трудная работа. Итак, какие-то есть, может быть, вопросы? Может быть, есть как бы желание выступить тем, которые участвовали в предыдущем проекте. И есть нет вот продолжение того проекта в сегодняшней работе. Например, Усть-Куломе, Наталья Николаевна. Если вот ты вот послушала результаты этого нашего проекта, ты же можешь сравнить результаты с прошедшим, который у нас был 4 года назад. Что бы вот ты могла сказать? Вот мы тебя приглашаем, так как у нас палочка-выручалочка в наших всегда делах. Вот сюда только подойди к микрофону, потому что тут же еще у нас республика смотрит. И чтобы посмотрели на члена совета РМО Наталью Николаевну Нестерову из Усть-Куломского района. Ну, когда мы участвовали в проекте, этот проект назывался немножко по-другому. Это была мастерская школа игропедагогики Джолю. У нас тоже проходили установочные семинары. И итоговым у нас был фестиваль детско-родительских театров. Что хочу сказать. Мне кажется, что вот тот проект был еще как будто бы пробный, да. Вот сейчас результаты уже видны на деле. И больше активности родителей, активности педагогов. Как-то вот это все вдохновляет, что хочется как бы и нам, чтобы еще раз к нам приехали, провели такой проект. Вот с этой точки зрения.
И я думаю, что и вы, наверное, чему-то научились, и педагоги чему-то научились, и родители. И давайте присоединяйте другие районы, где вы еще не побывали, Кайгородский, Тройско-Печорский, вот чтобы они тоже подтягивались. Но когда у нас проходил этот проект, мы тоже увидели эти результаты, они всегда положительные, и мы продолжаем. У нас вот эти фестивали, которые ежегодно мы проводим 1 июня, у нас этот фестиваль проходит детской художественной самодеятельности, и родители у нас уже прямо спрашивают, можно нам поучаствовать. И если детский сад идет навстречу, они тоже их берут, они тоже участвуют в каких-то постановках или даже песни поют вместе с детьми, танцы. В общем, родители почувствовали себя артистами, им захотелось дальше это все развивать, эти качества. Это тоже большой плюс, я считаю. Спасибо. Да, мы вот это вот и мечтаем, чтобы любой проект, как бы, я хочу подарить сразу же все вот эти диски, чтобы посмотрели и обсудили. Чтобы любой, конечно, любой проект, он как раз направлен на то, чтобы объединять как можно больше детских садов, которые работают в направлении обучения языку или этнокультурного образования. Итак, еще есть желающие выступить? Если нет, тогда давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. В 218-й аудитории накрытый чай, кофе. Можете туда подняться. Мы здесь откроем окна, будем проветривать, поэтому, может быть, аудиторию придется нам закрыть. Я попрошу районы сразу подойти сюда, чтобы вы получили диски. И потом Мы-то пришли, ну так ошибочно возможно. Не, наверное, просто ошибочно. Нет, это просто указано. Здравствуйте, здравствуйте. Где будет? Нет, я хочу сказать, а мы не знаем. Нет, садится наш написано, а фамилия почему-то наша. А как вы нам это решили? Сейчас пойдем. Значит, расписал, и мне еще сегодня. Я как думаю, уже ошибочно просто. Можно, в принципе, здесь остаться. Мне нужно где-то запечь. Печку где-то чуть в другом месте. Оставим сюда. Ну, оставим здесь, а дальше я на улице. Тут же на первом этаже. Или на первом тоже. Я пойду сейчас билетами. Так, дальше по совершенно. Дальше. Сразу я иду, да? Нет, Евгения Ивановна, а потом будешь. Так, пойдемте, идите вот чай попить. Наверное, сейчас скотч там не Скотч? чай есть. Здесь наверху. Здесь пока это. Идите в чай попить обязательно. Да. А мы пойдем поесть. Я пойду открою. Надо закрыть. Закрыть надо вот, наверное. Я закрою. Пирожка
закройте посерединке, пожалуйста.
Сколько нас человек? Кто знает? Сколько человек? Раз, два, три.
Да. Да. А, витамин С вот у нас. Где? Где Зоя Васильевна? Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. Насколько интересно вам здесь находиться? Я знаю, что из Палевицы подошла заведующая Любовь Николаевна. Любовь Николаевна, мы вам вручаем подарок от нашего проекта за участие в наших мероприятиях. Спасибо вам за участие, чтобы не забыть потом. Хорошо. Потому что этот блок мы завершили до нашей чайной паузы. Спасибо вам. Итак, далее мы продолжаем. И сейчас у нас работают наши специалисты. И хотелось бы вот на итоговой нашей конференции все-таки предоставить им слово для того, чтобы обобщить все, что у нас было в течение этого года. И забываем все время, что с нами также из республики наши педагоги. Предоставляем слово нашим специалистам для того, чтобы обобщить результаты проекта, а также определить какие-то перспективы на будущее, потому что жизнь идет вперед, и в любом случае мы будем только развиваться. Нам только надо идти вперед, но не вниз. И не вниз, а вверх. Хотелось бы, конечно, по чуть-чуть хотя бы. Первое слово мы предоставляем нашему психологу, любимому нам всеми нами специалисту Евгении Ивановне Пантелеевой, которую знает по всей республике. В общем-то, наверное, все педагоги прошли через ее руки или в участие в училище, в колледже педагогическом, или на курсах повышения квалификации. Но я думаю, что Евгения Ивановна – это очень известный в республике человек, всеми любимый, потому что она всегда умеет к себе расположить любого человека. Евгения Ивановна, дорогая, вам слово. Пожалуйста, вот здесь надо быть. Мы еще блокнот сюда положить забыли. Так, ну, уважаемые коллеги, очень хорошо уже сказали о своей работе над проектом. А вот мне бы хотелось поделиться с вами некоторыми соображениями как участника, да, этого проекта. Ну, что я хочу сказать? Конечно, проекта достаточно актуального, интересного и уникального в своем роде, интегрирующего определенные узловые основополагающие моменты. Какие? Первое, конечно, в центре практической работы, уже практической работы, конечно, являетесь вы, педагоги, да? Личность педагога. Вот как пойдет и как шел проект, во многом зависело от вас, от педагога, знающего, умеющего, человека творческого, и много еще можно эпитетов сказать. И вы убедились в том, что все-таки центральной, главной фигурой являетесь вы. Но успех во многом зависит и от того, как вы сумели найти вот этот контакт. Или он уже существует, этот контакт, между вами и родителями. И таким образом построить работу, чтобы родители были партнерами в условиях сотрудничества, партнерами, чтобы у них было желание, вот кто-то здесь читал очень хорошо и говорили, я почувствовал себя артистом, чтобы не закончилось это только проектом, данным проектом, а чтобы было желание. И, конечно, опять это зависит от нас с вами, от педагогов. Ну, тренинговая работа, которая была проведена,
в районах и с родителями, и с педагогами. С вами, конечно, чрезвычайно легко работать. Вы готовы к такой работе. И очень интересно было посмотреть, как будут вести себя, как будут участвовать родители в тренинговой работе. И оказалось, что за короткое время они оказались открытыми, они свободно говорили. Наша задача была подготовить их к творческой работе. И вот, наверное, там, где существует контакт, коллеги, между родителями и между вами, конечно, они готовы. Или, например, такие моменты, когда идет театрализованная игра, а родители ждут своих детей в коридоре. Разве им не интересно, как работают другие родители в качестве актеров, как работает или как играет их сын, дочка и так далее, и так далее. Наверное, это тоже какой-то момент, который нам дает возможность задуматься. И очень хорошо, и я согласна, что мы сделали с вами очень большую работу. Достаточно хороший слой, пласт, я бы так сказала, да, привлечение родительской общественности, привлечение, конечно, вас, да, и детей для организации театров, театрализованной деятельности. Но в то же время, наверное, момент рефлексии он очень нужен. Стали ли сегодня ваши родители, коллеги, вот не для выступления, а вот внутренняя работа, вот эта рефлексия, стали ли ваши родители сегодня партнерами для сотрудничества? Или опять важную роль играют самые активные родители, а кто-то так, да, ждет детей или только присутствует? Сумели вы заинтересовать идеей проекта родителей? То есть тут достаточно много вопросов. Активизировать, опять же, родителей с целью формирования отношения к языку. Вот прозвучало, что русскоязычные семьи, коми-люди, но не владеющие или не использующие язык. И нам надо это все саккумулировать. Нам это нужно, а для этого что? Конечно, нужна работа с родителями, да? Плотная работа с родителями. И, конечно, вы понимаете, что как специалисты, как профессионалы, вы понимаете, что легче, эффективнее получается это через игру, через игровую деятельность, как основной вид деятельности. То, что вы сейчас и осуществляли в проекте, через игру. Но здесь была выбрана театрализованная деятельность, игры драматизации и так далее. И я думаю, вот у каждого педагога, вот сейчас и слушая меня, и слушая друг друга, вы, наверное, чувствуете, что совершенно разный уровень и заинтересованности детей, и заинтересованности родителей. И, наверное, вот эти моменты выразительности. Вот бабушка вчера, это, наверное, вообще из Народного театра было, как она выступала, да, посмотрите. И детки наши, например, не только вчера, вообще обобщаю, да, когда они выполняют только определенные действия, без выражения на лице, например, да, то есть он говорит, конечно, какие-то слова и выполняет, и, конечно, очень много там зависело от микрофона и так далее. Значит, вот и в целом вот эта работа, коллеги, ваша работа, конечно, в практическом плане, конечно, это оказывает влияние на воспитательную культуру семьи, когда вот вы работаете с родителями в одной связке, а способом являлась игра, драматизация. Ну и еще мне хотелось бы сказать, что, конечно, коллеги, мы наблюдали, очень интересные были моменты. Я думаю, что фильм, конечно, не все отразил, и не эта цель была. Самое главное, с чем вы остались, с какими-то еще дальнейшими направлениями в работе. Или вы заканчиваете только проектом, проделали работу, да, и закончили, или какие-то перспективы.
И, конечно, мы благодарны вам за ваш оптимизм. Педагоги всегда оптимисты. За ваш оптимизм, неиссякаемое творчество, начиная с декораций, с костюмов. Мы подчеркивали все время в каждом районе и в саду костюмов. И заканчивая ежедневной, кропотливой, я бы сказала, и с родителями, работой и с родителями, и с детьми. По выбору сказок, работа над текстом, над звукопроизношением и так далее, и так, над выразительностью речи и так далее. То есть вы видите, что и каждый из вас подчеркивал, что вы получили удовлетворение. Некоторые родители высказались в этом плане, но, наверное, еще очень важна перспектива. Мы только затронули этот вопрос, увидели какой-то промежуточный вариант, что можно посредством игры очень много сделать. И вот сейчас мне бы хотелось, чтобы вот как бы в завершении, чтобы мы как-то с вами сейчас поделились, взяли на себя определенную роль педагога, коллеги, роль родителя и роль детей. Сейчас нужно будет подразделиться на 3 подгруппы, у кого душа в какой группе лежит, да? Значит, 3 группы должно быть: родители, педагоги и дети. И отдельная группа нам бы хотелось, я скажу, над каким вопросом мы будем работать, и отдельная группа – это работники управления образования, методисты, руководители КМО – это отдельная группа. А работать будем мы все группы над одним вопросом. И дети, и родители, и педагоги. Ваше отношение к проекту, к воплощению, я бы так сказала, к воплощению проекта. Что вам было легко и понравилось, какие были трудности, предложения и, может быть, перспективы. То есть вот вопрос для всех один. Итак, пожалуйста, не будем время терять на оргмоменты. Итак, значит, родители, воспитатели и дети как-то организовались. Пересаживаться можно так, как вы сидите, только отдельно управленцы. Отдельно. Будут решать государственные задачи. Уже выйдите. Сидите, что ли? Я еще раз повторю вопрос. Родители, пожалуйста. Так, только мне скажите, кто где? Дети. Так, дети. Каждой группочке подойдут родители. А вы не выбираете, как вы? Педагоги, а управление? И вы родители. Кто вы? Нет, вы все управляете? Так, это вот смотрите. Конечно, я себе
Она школа сад не давали, да? Обязательно отправила в письме. Потом напишите нам, я поступила Не педагоги, воспитатели, что еще другой роли. Конечно.
Она когда приезжает? В декабре. Так, коллеги, завершаем. Потом это я Если что-то надо изобразить, пожалуйста. Так, где у меня? Так, это у меня дорогие очень внимательно читайте. И нам надо показать без слов, при помощи средств. Если вам помощь нужно нарисовать, я не знаю, и так далее. Вот все, девочки,
Работаете все. Значит, слова мы должны понять, о чем идет речь. Да, никто этих не подписал. Мне говорят, что Давайте покажем нас. Особенно чикните, когда мы изображаем. Там на месте, я думаю. Внимание сюда.
сюда. Коллеги, внимание сюда. Итак, первый наш вопрос. Так, группочка педагогов, как всегда, еще. Так. Итак, первое задание. Значит, итак, проект, по которому вы работали, коллеги, и мы с вами определились плюсы, трудности, да, предложения и перспективы. Итак, что думают об этом дети вначале? Дети, пожалуйста, коллеги, можно с места сюда не выходить, пожалуйста. Выходят? Давайте, пожалуйста, как удобно. Время ограничено. Так, пожалуйста. Итак, позиция детей. Вот вы с ними поработали. Что же думают дети? Пожалуйста. Что дал проект с позиции детей? Так. Нравится выступать с мамой, с папой. Дали красивый костюм. Показали по телевидению. Похвалили. Я молодец, сказала воспитатель, мама или папа. Сейчас я умею говорить на каком языке, знаю много слов. Что было трудно? Проговаривать или запомнить свою речь, роль. Потому что сложные слова на каком языке? Потому что ребенок русскоязычный. Устал во время съемок, потому что снимали много-много раз. Много раз говорил, повторял одни и те же слова. Перспективы. Хорошо выступлю, пригласят еще раз. Снимут на телевидении. И увидят меня по телевизору друзья и родственники. Может быть, я буду актером, артистом. Хорошо буду владеть не только русским, но и языком. Тач. Так, вот смотрите, под красной линией проходит какой момент? Ребенок хорошо делает, когда ему что? Нравится. Значит, опять, девочки, на нас, педагогов, падает умение мотивировать любую деятельность. Да, девочки? Есть вопросы? Спасибо. Так, вот перспектива. Смотрите, по телевидению выступать еще. А скажите, пожалуйста, а было ли чувство страха у детей? Вот дети боятся? Конечно. Переживают или боятся. Например, девочки, как у вас бывает на ваших утренниках, хорошо рассказывают в группе, вышел к елке и забыл. И это примерно та же ситуация, когда дитё, да, посмотрите, знает текст, да еще связанные со словами, которые, я не знаю, вот, наверное, это роль воспитателя, чтобы ребенок понимал, что говорит-то. Да, коллеги? Тоже видели такие моменты? Хорошо. Так, теперь что думают педагоги? Так, пожалуйста. Педагоги, да. Так, плюсы. Развитие, повышение компетенции. Поиск новых способов работы с родителями. Очень интересно вести работу по обмену опытом. Выезжаем в разные районы, даже далекие. Минусы. В самом начале проекта это поиск материала или его отсутствие. Нежелание родителей некоторых детей в начале проекта и, возможно, где-то отсутствие или недостаточно материальной базы. Вот у меня вопрос ко всем. Вот скажите, пожалуйста, вот вы уже выбрали сказку, начинаете работать, родители не хотят, ох уж, еще чего-то, что вы делали? Вот бывают вот такие моменты, когда вот нет, не идет дело, особенно вот правильно сказали, в начале работы. Что вы делали, девочки, что вы использовали? Детей примерно как не положили. И родители потихонечку Через детей, да? Посмотрите. Да. Ну, положил в начале. Да. Предложения
продолжать работу по этому, потому что это растет и педагоги, повышение детского сада уровня, и дети наши растут, да? И также продолжать работу по обмену опыта. Вот мы было всегда не сказали, уже спасибо вечно. Вот, пожалуйста. Так, перспективы это у нас повышают категории, если наши педагоги участвуют в данном проекте, потому что республиканский уровень. Если хорошо, детский садик показывает открыть опорно-методическую площадку, это мечта Зои Васильевны, да, на нашем сайте. И вот еще тут коллеги предложили семейные клубы открыть даже двуязычие. Как раз вот привлекательное привлечение, да? Вот, и еще вот такой секретный у меня вопрос, да, к коллегам. Скажите, пожалуйста, а вот как все-таки будете дальше работу проводить? Опираться опять же на активных, которые не откажут, которые палочки-выручалочки у вас родители, или как-то вот потихонечку вовлекать и других родителей? Как? Так работа и велась. Самые активные, они, конечно, молодцы, на них и строится работа. Но других мы родителей все равно задействовали. Если они не могли, например, вести себя на сцене, они готовили декорации, шили костюмы, разучивали роли. То есть были такие, которые... То есть потихонечку, да, косвенными какими-то путями и так далее. То есть если они как бы отказывались от активно с нами сотрудничать, были ли у вас такие моменты, когда родитель не хотел, там, стесняется, еще какие-то там мотивировки, но он увидел и говорит, ну я бы уже сыграл, только дайте мне маленькую роль. Да. Лечите, загримируйте меня. Загримируйте, да? Вот интересный момент, да? Вот если она стесняется, я вот там парик одену, еще чего-то, и меня не узнают, да? Вот смотрите, какие мы с вами настоящие профессионалы через детей, с учетом индивидуальных особенностей родителей. И, конечно, мы должны работать в связке, чтобы получился успех, да? Так, есть вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Так, пожалуйста, родители. Вам слово. Ну, это как раз тот контингент, если мы с детьми мы работаем, да, то с ними как-то легко и просто, то родители, тут, конечно, нам пришлось подходить очень сильно. Потому что самый маленький актив родителей. Самая большая проблема, это участвовать, это все знают, что это отсутствие времени, да, и, конечно, и репетиции всегда у нас проходили после работы, да. Ну, как бы, какие положительные моменты? Значит, родители как будто говорили, что как будто почувствовали себя, что вернулись обратно в детство, да? То есть даже вспомнились такие игры, в которые мы их подняли на поверхность, а они были у них в забытом детстве, как они говорят, да? Ну и познакомились с новыми коми-играми, которые уже сейчас современные. Дальше, значит, были детки, которые в семье не единственные, а были там вторые, третьи, и материал, который разучивал ребенок в детском саду по роли, да, песенки, частушки или там игры какие-то, это разучивалось дома, закреплялось и использовалось уже в семье. То есть детки младшие тоже, конечно же, разучивали и играли уже с этим ребеночком непосредственно. Так, следующий положительный момент, это понравилось участие в качестве уже, ну, как бы исполняемой роли, да, то есть проиграв на сцене свою роль, почувствовав себя, что может, конечно, родитель как-то совершенствуется, ему это нравится. Так, интересно было работать вообще вместе со своими детьми на сцене, да, то есть вот эта взаимосвязь ребенок и родители на сцене, и чужой ребенок и чужой родитель, да, вот эта вот ниточка протянулась между родителями, детьми и педагогами. Так, следующий положительный момент. Своего ребенка увидеть с другой стороны, как актера на сцене, да, то есть не сильно в детском саду, в детском саду, а тут уже более другой уровень, и, конечно, ребеночек себя ведет по-другому, и было очень приятно видеть, что ребенок, который сначала на репетициях сцены боялся, да, а в конце вот такой итог, что он эмоционально, интересный, и глядя на ребенка, родитель сам да. И как-то соответствует ребенка, да, то есть какой у меня такая звездочка. Так, дальше, почувствовали значимость коми-языка, да, то есть, потому что ведь все сказки были на коми-языке, и вот то, что русские народные сказки переведены были на коми-язык, а у нас вообще даже население ЗНС русскоязычное, и мы показывали даже сказку с той целью, что если вы не понимаете по коми, вы смотрите содержание и отгадаете название сказки, какую увидели, да, которую вы увидели по содержанию. И в эти ведь у нас игры были включены песенки, частушки, какие-то там потешки, это тоже все звучало на коми-языке. И вот родители говорили, мы увидели значимость коми-языка.
Коллеги, вот скажите, пожалуйста, вот театрализованно это, понятно, а вы ли язык препятствием, когда родители говорят, ну что, давайте мы на русском сделаем, что вот на коме только, было ли препятствие? Потому что русскоязычные родители, им было сложно выучить вообще. И они говорили, нам даже стало интересно, что эти слова обозначают, мы это не знаем. Вот так. Словарь вывесили в уголке природы, да? Да, даже так было интересно. Да. Мы сами говорили, что полезли сами в словари, в интернет узнали, что означает вообще, что там такое. Очень хорошо. Да, вот это было очень интересно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Если нет вопросов к родителям. Так, и последнее. Значит, нужно показать только при помощи эмоций. Так, пожалуйста, дети. Дети, все смотрим сюда. Дети, ваше задание. Девочки, что? А по обществу? Спиляйтесь общественно. Так, ну ладно. Так, заканчивайте. Значит, слово даем вот этой группе. Педагоги, бывшие педагоги, артисты. Пожалуйста. Смотрим. Девочки, как удобно? Удобно сюда, пожалуйста. Удобно там, пожалуйста. Вся аудитория наша. Так. Тачи, пожалуйста. Итак, коллеги, внимательно смотрим и попытаемся угадать вообще, о чем идет речь. Средства выразительности, помощь, рисунок. Заводите мне, да? Так. Кто-то думает. Молодцы. Придумали идеи. Придумали. Идея. Посмотрели. Холодно, минус 40. Мороз. Морозы, солнце, день чудесный. Нет? Нет. Суть правильно. Так, вот смотрите, да, мы говорили о выразительности, да, детки очень хорошо слова говорили, да, посмотрите, о средствах выразительности. Сегодня они не использовали слова, и в помощь только рисунки. Понятно было? За счет чего было понятно? Эмоции, выражение лица, жесты, пантомимика и так далее. Спасибо. Пожалуйста, так, О, пожалуйста. Агния Бартош. Я знаю, что надо придумать. Я знаю, что надо придумать, чтобы не было больше зимы, чтобы вместо высоких сугробов вокруг зеленели холмы. Смотрю я в стеклышку зеленого цвета, и сразу зима превращается в лето. Угадали все. Хорошо, спасибо, артисты. Так, пожалуйста, вторая группа. Девочки, вам слово. Так, это группа родителей у нас. Ну, так, пожалуйста. Такие деловые, давайте идите. Как в жизни бывает. Нас показывают крупные родители. Мы вместе. Да? Да. Так, пожалуйста, читай. Я даже не помню стих. Нет. Я подглядела. Кто? Смотрим на картинку. Показываем, смотрим на картинку. Вспоминайте детское стихотворение, кто везде купался в чем-то. Говорите же, купается. Пьет.
купалась сейчас? Показала же. В чем купалась? Вот картинки для вас. Варенье. Варенье. Еще что ли? Может все? Вот, правильно. Теперь можно прочитать. Жила-была муха-чистюка, все время купалась муха. Купалась она в воскресенье в отличном клубничном варенье, в понедельник в вишневой наливке, во вторник в томатной подливке, в среду в лимонном желе, в четверг в киселе и смоле, в пятницу в простокваше, компоте и манной каше. В субботу, помывшись в чернила, сказала: я больше не в силах. Ужасно устала, но, кажется, чище не стала. Главная героиня. Ведущая роль. Так, ну здесь те же средства, да, коллеги? Но вы по ходу угадывали. Да, посмотрите. Хорошо. Так, Челябинск. Челябинск. Да, последний. Так, пожалуйста. К последнему спектаклю. Не корона придумала. А ты ее придумала. А позже не ручья. Видите, какие они собранные дети? Дети большой герой. Как работает? Слишком сложно. Для детей. Для нашего Ну, говори на русском. Синий. Что это? Будильник. День. Дальше. Тень. Нет, тень. Похоже, синоним. Двигал. Да. Люлей. Люлей. Дальше. Лучик. За дерево. За ель. Какое дерево? За ель. Никогда не пропал. Пропал. Никуда он не пропал. Что сделал? Нет. Да прыгнул. Не упала, культурная. Тронул кустик. Мало что не Тронул. Мальчика тронул. И розовый. Розовый. Съел что-то. Что? Они то на завтрак кашу съел. Розовую кашку. На ромашке. Покачался На ромашке. Как уже показали. И все, Мальчик не успели нарисовать. Вот какая интересная у нас группа, да, детей. Хорошо, спасибо. Вот, коллеги, смотрите, у нас был как бы эпизод, элемент творческой такой мастерской. А у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, можно с кем проводить вот такие моменты? С кем проводить? С родителями и, конечно, с детьми. Да, посмотрите, даже сейчас родительского собрания и поиграли, да, посмеялись.
Да, работа над выразительностью. Хорошо. Спасибо. Ну и заключительное слово предоставляется государственным вопросам, что касается, да, языка. Пожалуйста. Так, у нас вопрос был, почему сам язык не столь не актуален, да. Ну, во-первых, мы написали то, что политизация данного вопроса. После вопроса обязательно и необязательного изучения языка, получается, люди больше относятся к данному вопросу как к политическому. Потом, среди родителей он не популярный, не модный язык. Нет мотивации. Нет перспектив. Родители больше выбирают, например, изучение английского языка иностранного, чем своего родного. Миграция населения и многонациональность. Сложность языка с позиции родителей. Так, уменьшение количества коренного населения и их русификация. И сказали еще игнорирование без причины. Просто не хотят заниматься этим вопросом, лучше мы останемся русскоязычными и все. И чтобы актуализировать данный вопрос, надо активизацию проводить на более высоком уровне. И здесь мы привели в пример Татарстана. То, что и все чиновники, и в университетах обязательно изучение своего языка. Какие еще, возможно, какие предложения, пожалуйста? Так, все, да, коллеги? Спасибо за работу, спасибо за ваше творчество. И в объеме всего проекта, и вот сегодняшнее занятие, глазки горят, улыбки к нам. А самое главное, как мы входим в группу, как мы общаемся с детьми, и как выходим к родителям, как мы разговариваем с ними, да, коллеги? Это наше с вами лицо, наша с вами выразительность, которую вы сегодня показали. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Евгения Ивановна. Сейчас, прежде чем перейти к другому мастер-классу, я бы хотела вместе с вами поприветствовать нашего победителя этого года Московского всероссийского конкурса. Таиса Михайловна, подойдите, пожалуйста, к нам сюда. Так уже получилось, что сегодня ее пригласили сниматься на телевидении в передаче, и вот соединилась с нашим мероприятием. И очень приятно, что вот как раз она перед вами. Вот такая победительница. Приехала буквально 2 недели назад из Москвы. Конечно, трудное испытание, нелегкое для нервной системы, я думаю, для финансов тоже. Хотя сейчас вот какую-то поддержку изыскивает министерство, хотя бы компенсировать. Но в любом случае, Таиса Михайловна у нас победитель. Учителей родного языка. Мастер-класс учителей родного, включая русский языков. В общем-то, конкурс достаточно большой был. В заочном туре участвовали 756 участников. Заочно отправляли материалы. Из нашей республики тоже много было материалов. Выбрали из них только 30. 25 участвовали, получается, на общем. 30 пригласили, 25 только приехали, потому что Москва никакую помощь финансовую не оказывает в этом. И вот из 25 выбрали 10 победителей, я так поняла. Но там абсолютно победитель, это гран-при 3 места. И вот 3-е место заняла наша воспитательница. Я души поздравляю. Ну, еще там номинации. Мы сделали небольшой подарочек от нас всех. Я думаю, что все, что тут есть, оно пригодится в работе. И, в общем-то, оно действительно покажет, что в этой группе работает победитель и воспитатель языка. Я думаю, мы будем в дальнейшем сотрудничать. А может быть, как-то с педагогическим десантом мы съездим в это дальнее село. Это село Богородск Кировского района. Очень красивые места, просто заглядение. Конечно, ехать туда лучше летом, да, в июне. Может быть, даже в рамках летней школы можно будет съездить, поиграть там на лужайке.
Можно Таисия Михайловна к нам пригласить в гости? Да, можно будет пригласить и куда-то в район, конечно, но я думаю, что то, что Таисия Михайловна все-таки нашла в себе силы, решимость, бойцовские качества и выехала и победила, в общем-то, среди всех участников, достойно представила нашу республику. Действительно, как мне вот рассказывали, что выступление Таисы буквально разбудило все жюри. Она вышла с частушкой перед всеми. И, в общем-то, она действительно сумела вот показать свою работу, не особо углубляясь в какие-то теоретические, чисто практические приемы. И это, конечно, завоевало уважение и внимание. Очень хорошая была выставка у Таисы представлена, очень красиво все это оформлено. Я думаю, что фотографии потом мы увидим как-то. Сегодня, да. Ладно, спасибо большое, давай успехов. Хотела бы вам сказать огромное спасибо за поддержку, за подготовку Зое Васильевне, Ларисе Геннадьевне и Витушкин Татьяне Александровне, потому что я не устаю повторять. Эта работа общая, не моя победа, это общая победа. И если работает родитель, ребенок и педагоги, наши коллеги, вот такой результат мы получаем. Спасибо вам огромное. Вот так вот. Так что я думаю, вот такие победы, это ведь тоже результат нашей работы. И на заключительном собрании по конкурсу как раз из уст Артеменко Ольги Ивановны, которая отвечает за, можно сказать, этнокультурное образование вообще в России, прозвучало, как мне передали, что именно в Республике Коми самая лучшая система дошкольного национального образования. И если получится, то, может быть, именно в Сыктывкаре, именно в Республике Коми будет проведена Всероссийская конференция, посвященная национальному дошкольному образованию в России. Это уже очень большой, конечно, статус и очень большое, как бы, к нам внимание. Если это, конечно, все получится. Но, в общем, такая вот идея озвучена была. Так ведь? В Совете Федерации вручали награду. В общем-то, в такой вот хорошей среде побывала наша воспитательница. Так что на следующий год, я надеюсь, мы опять предоставим туда наших конкурсантов. Может быть, второе место у нас уже было, третье место у нас есть. Первое место сейчас надо обязательно уже занимать. А потом гран-при. Хорошо. Ладно, спасибо большое всем. Елене Евгеньевне, нашей дорогой, мы сейчас предлагаем слово для мастер-класса. И, в общем-то, да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, это самое, я хотела тоже поблагодарить всех вас. Во-первых, прежде всего, за ваше терпение, которое вы проявляли на протяжении всего проекта, да, особенно когда проводили мастер-классы, творческие мастер-классы, за ваше творчество, за вашу креативность, за ваше умение сделать, как говорится, из ничего сделать что-то, да, вот в том числе и всякие разные декорации, и костюмы, да, и, в общем, за вашу отзывчивость, за ваши глаза, за блеск в глазах, конечно, за вкусные чаи, за вкусные плюшки, которыми вы нас угощали, вот, за все. Я хочу вам сказать спасибо. Сегодня я проведу такой небольшой мастер-класс, вот, не знаю, новое, не новое, я думаю, что не очень я вас удивлю этим мастер-классом, да. Сегодня мастер-класс будет посвящен лепке, и хочу ваше внимание привлечь, чтобы осталось что-то у вас на память, да, об этом проекте. Как правило, любой проект — это какой-то символ, какой-то, как с точки зрения художника-оформителя, это какая-то эмблема, правильно, какой-то слоган, да. Здесь мы видим какую вот эмблему. Так, какую эмблему? Видите, какая эмблема, да? Значит, мы сегодня внимание наше уделим именно этой эмблеме. Вот, я сейчас вам буду раздавать материал раздаточный. Вот, конечно, аудитория, она не способна для мастер-класса. Эмблема да. Они знают, сейчас мы это очень хорошо. Мы сегодня эту эмблему закрепим. Посмотрите, пожалуйста, у вас как стюардессы говорят, да? Так, вот
это я не буду показывать, да? Вот, поставили, воспитатели умеют работать в любых условиях, поэтому сегодня работают такие полете. Вот, откинули столики, да, приготовились. Сразу хочу провести технику безопасности с вами. Я буду вам раздавать раздаточный материал, и там лежат опасные инструменты. Такой мастер-класс можно проводить с детьми, но, конечно, такие инструменты не нужно использовать. Да? Я использовала именно потому, что сегодня вот коллеги собрались. Там есть зубочистки, есть лезвия, поэтому будьте предельно аккуратными. Значит, хочется, чтобы вы проект закончили все, да, без прожектов, да? Вот поэтому сейчас я как раз вам раздам. Да, и хочу сказать, что мы с вами все самый популярный материал для ветки в детском саду. Да, доступный. Вот, мы сегодня тоже будем работать, ну, практически с пластилином, да. Это то же самое, что и пластилин, только, как говорят, дорогой пластилин. Какой дорогой пластилин, знаете? Пластика, полимерная глина. Мы работаем сегодня с полимерной глиной. Значит, материал достаточно дорогой, конечно, но дело в том, что его в маленьких количествах очень удобно использовать. Детям тоже можно давать полимерную глину. Единственное, что кусочки должны быть не очень большие, потому что это вызывает, ну как вам сказать, ну, очень тяжело он разминается. Но есть, сейчас покажу материал. В ходе работы я буду немножко знакомить с этим материалом. Да? Ну, в общем, самый главный фокус полимерной глины, вы знаете о том, что ее нужно запекать. Да? Запекается она в обыкновенном духовом шкафу, духовке. При температуре, там на каждом кусочке пластики есть температурный режим. Но я чаще всего это где-то от 15 до 30 минут, в зависимости от толщины изделия, да, значит, при температуре где-то 130 градусов. Ну, примерно вот одинаково. Есть разная глина, есть дешевая и недешевая. Вот, значит, самая такая вот, ну, наверное, артефакт, которая вот более-менее она подходит и по ценовой политике, и по качеству, да, потому что есть глина подешевле, но она немножко похуже по качеству. Вот. Так, что я вам еще сказала? Так, я вам сейчас раздам все. Значит, вот здесь вот, смотрите, значит, каждому даю, немножко помялось, конечно, у меня. Значит, смотрите, значит, что мы делаем? Мы берем, каждый получает такой пакетик. Значит, видите, здесь лезвие, да? Очень аккуратно достает пакетик с лезвиями. Вот. Здесь лезвие и та глина, которая нам нужна. Значит, достаем инструменты. Вот белая бумага, половиночка, это наш стол, это наша скатерть, да, на которой мы будем с вами работать. То есть ее нужно постелить вот на такой столик. Вот, значит, я сейчас раздам. Аккуратненько возьмите. Значит, сначала возьмем сначала один, потом берем. Держите. Так, знаете что, можно я вот у вас сделаю вот сюда, я вам объясню почему. У вас по два, да? Давайте вот так заберу, потому что там лезвие есть. Да, здесь вот лезвие. Так, и вот вам сейчас можно. Здесь лезвие. Лезвие было, понимаете, да? У меня не на все лезвие. Так, видите, так, берем один. Вы вытащите, вы сам начнете с того, что достаем белую бумагу. Сделали специально наискосок, почему? Чтобы писать удобно было.
вам два, да? Есть, вот еще красивее. О, здесь вот еще есть лезвие. Здесь лезвие еще. Так, есть еще? Кому еще? Если лезвие не держите, вот лезвие есть еще. Так, держите. Кому еще лезвие? Хорошо. Значит, ну вот смотрите, начнем с того, что необходимо достать белую бумагу, да, это у нас скатерть и наша рабочая зона, в которой мы будем работать. Дело в том, что глина очень любит чистоту, чистые руки, вот, и поэтому я вам сразу же раздам салфеточки. Можно просто передавать, вы себе оставляйте салфеточки, чтобы, если где-то испачкали руки, то можно было протереть, да. Конечно, хорошо бы влажные, но вот такие вот у меня. Да, передавайте, пожалуйста. Так, и еще сейчас раздам. Я держу. Так, я вот использую такие разные поверхности, значит, тоже раздам, кому сколько хватит, хорошо? Так, посмотрите, пожалуйста, мы сегодня с вами будем лепить брелок, значит, ну, который вот символизирует вот такую вот эмблему, да, эмблему проекта. Вот какие у вас ассоциации, что вот вообще вот означает, как вы думаете? Я не делала эту эмблему, то есть я вообще не знаю, что она означает. Я хочу услышать ваше мнение, как вы думаете, что она означает. Давайте подумаем вместе. Так, хорошо. А вот обратите внимание, зеленое поле, да? Зеленое, и вот какие здесь цвета используются? Голубой, зеленый. Так, ну желтый, наверное, вот дети как солнышко, да? А вот зеленый цвет и синий, вот что вот они для вас означают? Есть ассоциации именно с флагом, да, республики. Зеленое поле, я думаю, наверное, наш лес, да, а синее поле это небо, это много воды в нашей республике, да, и, конечно же, желтое это солнце. И в целом, обратите внимание, какой вот символы, да, то есть, в принципе, в целом, это как вот символ солнышка, да? Вот обратите внимание, как вот что это солнышко, да? Получается с лучиками, вот такое солнышко. Мы сегодня сделаем брелок. Ну, где можно? Я сейчас примерно покажу, какой брелок. Вот это у меня поближе эта эмблема. Так, вот такой вот брелочек, он совершенно простой, да? Видите, какой он совершенно простой. Где его можно применить? Ну, то есть можно его, вот брелочек, одеть на ключики, да, например, там групповая комната, например, да, ключ для группы, да, или, например, можно на мобильный телефон, наверное, да. Так, где еще можно применение? Можно сделать красиво, да, сделать брошечку, значок, да, можно сделать. То есть применение большое, да. Значит, вот здесь кулончик можно сделать, кулончик повесить. Значит, магнитик можно сделать. Ну, магнитик, там надо будет еще магнитик поискать, да. Можно сделать бантик, я вам потом еще ленточку раздам. То есть завязать ленточку, а потом уже повесить на холодильничек, например, тот же магнитик будет. Или на магнитную доску вашей группы. То есть применение вы чувствуете, да, прикладной характер этого медальончика, брелочка, да, как его можно назвать, есть, да? Так, теперь, ну с чего мы начинаем? Вы знаете, что так же, как и пластилин, глина полимерная, это какой способ лепки? Способ лепки. Значит, существуют способы какие лепки? Есть пластичный способ, есть какой способ? Конструктивный, есть смешанный способ, комбинированный. Да? Значит, ну вот здесь у нас в чистом виде будет у нас, конечно, конструкция. Мы собираем конструкцию, конструктивный способ лепки. Вот, и применяем тоже все приемы, какие используем при работе с пластилином. Итак, значит, мы достаем. Ну, самый главный инструмент
Это тоже у нас, да, это у нас будет лезвие. Значит, если заменить лезвие можно обыкновенным стекой, можно, да, поострее просто. Единственное, чтобы она была тоненькая, да, потому что у нас небольшая будет. Значит, аккуратно вытаскиваем лезвие, в сторону отложили, выложили уже, да. Зубочистка тоже главный инструмент сегодня. Так, обратите внимание, внутри, вот не потеряйте, у вас там есть вот это как раз палочка, это штиф, да, штиф с колечком. Аккуратно тоже вытащили и достали все кусочки глины. Обратите внимание, у вас вот такие цвета. У вас зеленый, желтый, синий и маленький кусочек красного цвета. Все нашли, да? Значит, что мы делаем? Значит, мы начинаем работать зеленым пластиком, зеленой полимерной глиной. Значит, хорошенечко разминаем. Ну, я думаю, что ручки чистые. Если вдруг, конечно, ну, вот если руки грязные, то глина сразу все возьмет. Вот, немножечко будет грязновато. Ну, у нас единственное, что глина не белая, поэтому немножко спасает то, что это, да. Значит, чувствуете, как тяжело, да? Тяжело. Значит, я сейчас покажу, я могу, можно попробовать, сначала попробуйте без использования специальных средств, вот, помять, да. Ну, как вам сказать, вначале идет тяжело, а потом глина хорошо разминается. Я сейчас каждому капну, чтобы вы попробовали, есть такое средство размягчитель. Вот, а там буквально одной капельки, и потом оно немножко помягче становится. Так, ну что, капаем? Так, не надо вам уже, да? Так, не надо, да, давайте? Так, вы старайтесь, чтобы у вас вот, вы использовали все, у вас уже там нормально. Просто если вы хотите попробовать, как вообще вот работает, ну, у вас уже хорошо помялось. Так, да? Сейчас скользит. Так, Анна Владимировна, вы хотите? Так, сейчас я вам расскажу. Хорошенечко разминаем и стараемся все раскатать головой. Значит, первое слово это головой. Так, хорошо помяли. И сначала мы стараемся, вот я всегда стараюсь любую, если что-то леплю, обязательно начинать, вот первая форма базовая, это колобок. Потому что сглаживаются все, прогреваются, и обязательно катать в этом случае, если иногда, вы знаете, разрешаем детям катать на столе, на доске, да, если дети маленькие, особенно если кусок большого теста, да, то здесь, конечно, только руки. Катать ни на каком там. Хорошенечко размяли, и теперь хорошо раскатываем. Раскатываем, делаем колобок. Так, вначале ладошкой прижимаем. И делаем, только не переусердствуйте, пожалуйста, делаем вот такой вот блинчик, который по размеру примерно как наша вот капсула от яйца. Хорошенечко размяли. А вот теперь, чтобы было ровненько, надо положить, можно я покажу вот, да, вот, положить, к примеру, на поверхность, да. Так, у вас есть вот такая штучка, корзиночка, сверху приложить и надавить. То есть тем самым у вас будет поровнее. Ну, видите, вот оно, вот так, да? Можно еще раз. Таким образом. Затем аккуратненько сверху приложить капсулу и надавить. Так, старайтесь, чтобы у вас, вот смотрите, видите, у меня получились отходы, да, вот такой кусочек остался, отходы, да. Старайтесь, чтобы как можно меньше, да, чтобы у вас весь кусочек, он ушел вот именно на ваше вот это первое поле. Получился вот такой. Оставшуюся глину
аккуратно смяли, сделали маленький шарик, маленькую ягодку сделали. И отложили в сторону. Значит, смотрите, то же самое мы делаем с синим кусочком. Берем синий кусочек. А можно второй? Нет больше дощечек, да? Дощечек нет, вот тогда можно попробовать это самое. Так, то же самое берем синий кусочек. Хорошенечко разминаем синий кусочек. Так, кому-то необходимо капельку размягчителя? Да? Давайте. Так, пока зеленый мешочек отложили, потом не надо, да? Можете мне? Оно потом проходит быстро. В смысле? Синий такого же размера, как зеленый? Да, синий решение делать. Мне же надо хорошо понять. И еще раз хорошо разделите его. Конечно, да. Ну, я сейчас подскажу, как сделать. Значит, вот смотри, теперь вот обратите внимание, синее поле, оно, видите, оно солнышком, да? И вот здесь я его, видите, как вырезала. Вот для этого нужны как раз нужны лезвия, да? Видите, вырезала, да? Значит, как, ну, лучше всего, конечно, оптимальный вариант. Если бы была бы такая же форма, вот форма яичка-то кругленькая у нас есть, да? Было бы вот такое, да, было бы хорошо. Но такого нет, да. Поэтому исходим из того, что есть. Значит, каким образом я делаю? Значит, посмотрели. Ну вот мы сейчас с вашей, вот представьте, что это синее поле. Значит, синее поле я с помощью стеки, вот с помощью нашего лезвия, условно делю север вот таким вот образом, вот так разделила. Потом разделила еще раз. Сделала насечки. Можно сделать с обратной стороны прямо лезвием так вот, знаете, как коснуться, как нарисовать снежинку. Вот таким вот образом. Можно нарисовать снежинку, только аккуратно не разрежьте нас насквозь. Вот таким вот образом. Вот. Затем аккуратненько можно еще раз и вырезать зубчиками. Вот таким вот образом вырезать зубчиками. Так, тут немножко не попало, но вот так. Примерно вот так. Ну, смысл понятен, да? Для чего лезвие дается, да? Для чего это самое? Наметили с одной стороны, вырезали, и затем будем соединять зеленое поле и синее поле. Только не торопитесь пока соединять, потому что между ними надо будет положить нашу палочку, да? Вот эту палочку, металлический штифт. Вот сначала положить металлический штифт, а потом уже сверху накрыть синим полем, нашим синим солнышком. Ну, примерно вот так это должно выглядеть. Вот таким вот образом. Положили и сверху синее поле. А? 10 лучиков, да? Вот, слушайте, вот на самом деле там у них 12 лучиков. Вот 12 лучиков у меня не получается. У меня получается 16. Я так думаю, что это не принципиально. Просто очень тяжело 12 лучиков сделать. Вы сделаете так, как вам удобно. Сначала пополам, потом еще раз пополам, и между ними получается 8. И, да, 8. И вот тогда вот, ну, у меня получается 8 лучей. Да, сами точки. Да. Ну, я вот так вот делала снежинку, а потом так вот раз и порезала. На глаз, да. Так
Так, ну 12 тяжело сделать. У меня, конечно, есть такая форма. У меня есть такая форма, но 35 человек на каждого это очень интересно. У меня застрял кружочек. Застрял кружочек? Да, почистили вот здесь. Ну-ка покажи у вас. Так, получилось? Так, вот надо лезвие. Лезвие у вас где? Лезвие где? У меня только одно лезвие. Да, сейчас я вам еще другое лезвие искаю. Или можно по новой сделать. Вот по новой сделать, рассказать и сделать это заново. Да? Или сами давайте продолжайте. Вот таким образом. Да, ой, да, слушаю. Что туда стянуть? Не знаю. Наверное, очень старались. Пока я доставала ключицу, потому что даже лезла. Ну вот, пожалуйста, держите. Так, получается? Подожди еще вот эту штуку, да? Ну вот смотрите, вот здесь может быть по-разному. Можно вот много нарисовать лучиков, да, и вот центр сделать. А можно на глаз просто это сделать. Как у вас, как пойдет? Ну, у меня получается 8 лучей, 12 не получается. Так, вот это вот трудно, да, получается, да? Трудно? Самое сложное, да? Трудно, да? Так, если не получилось, предлагаю собрать заново, раскатать и сделать заново. Ничего страшного. У вас было здесь. Так, теперь положили штифт. Кто сделал? Укладываем штифт. Вот смотрите, вот таким вот образом. Вот так укладываем. На зеленое поле укладываем штифт. Так, чтобы у нас хвостик. Вот сейчас покажу. Можно, знаете, как можно с помощью этой штучки сделать, чтобы начали печатать пальцы не оставались. Можно или вот так положить. Есть. Хорошо, что снежинки не было видно. Так, очень красиво здесь, идеальная форма. Прямо очень симпатично. Вы смотрите, вот так положили палочку. Очень красиво здесь, молодцы. Кладем на зеленую эту палочку. Так, ну так, ну так. Свежий палочку.
Да, и накрыть синей снежинкой, вот этой вот, с нашей вот солнышком. Да, сложили потом шарик, она никуда не потерялась. Я потом все равно буду складем шрифт, да? Нормальная девочка. Конечно. Так, теперь обратите внимание, идет желтый пластилин, желтый, да, желтая глина наша. Вот. И, значит, надо ее примерно условно разделить на две части. Но я вам хочу сказать, что желтой глины может быть много, да, поэтому не обязательно ее всю использовать. Вот. Обратите внимание, двух детей, да, значит, мальчик и девочка. Значит, надо две маленькие горошинки раскатать и приклеить, ну, где-то примерно чуть повыше серединочки, да, приклеить голову мальчика и голову девочки. У мальчика получается трапеция вниз, да, узкая часть, у девочки наоборот, широкая часть трапеции идет наоборот внизу, да, получается. У мальчика наоборот вверху, плечи. Вот. Поэтому как слепить трапецию? Значит, можно взять кусочек, хорошенечко размять глину, раскатать сначала ягодку, затем, значит, здесь два варианта. Можно раскатать, сделать как сосульку, да, а можно раскатать колбаску, расплющить и вырезать с помощью лезвия, сделать трапецию, да, вот таким вот образом. Можно воспользоваться колбасками, не колбасками, а форма сосульки или морковки, да. То есть одна морковка вниз, другая морковка вверх, наоборот. Так, обратите внимание, там еще у нас идет орнамент, да, орнамент, коми-орнамент, ну такой стилизованный орнамент, там, конечно, просто зигзаг идет такой вот, да, ну тоже как элемент коми-орнамента. Вот этот коми-орнамент, его можно сделать с помощью зубочисток. Глазки, ротики, это с помощью зубочистки. Волосы у девочки. И посмотрите, маленький кусочек, это маленький бантик, да? То есть вот красный кусочек, даже может быть у вас его много, вот маленький, очень удобно, вот когда когда работаешь с такими миниатюрными такими кусочками, как их вот собирать, да? Очень удобно собирать с помощью зубочистки. Вот смотрите, раскатали маленькую ягодку, зубочистку взяли и с помощью накололи, и с помощью зубочистки поднесли и посадили ее в нужное место. Вот сейчас самое у вас получается такое вот, ну, мелкое, кропотливое, такое вот трудное. Это слепить двух человечков. А вот это штифт должен быть, колечко. Он сверху, да. Вот смотрите, штифт, он должен быть наверху, да, как голова. Поэтому очень красиво. Просто замечательно. Вообще, вот сейчас у всех очень красиво. Осталось только слепить человечков. У нас не Сначала возьмите, а вы же еще расплющите немножко. Да, ну, зато у вас очень, кстати, эффективно. Ну вот, значит, вот у вас свой авторский стиль, поэтому его оставляете, да? Тогда сильно не расплющивайте, а тогда вот работайте, вот все, вот делайте трапецию пальчиками. Все, вот сначала я не знаю, немножко можно, мне кажется, поменьше, да? Очень хорошо. Зато у вас хорошая площадь, вы должны порисовать вот это. Замечательно. У вас очень много получается. Так, кому-то трудно. Помочь кому-то. 13 ключиков образовалось.
13 лучиков, ничего страшного, пусть 12. Да? Что, не получается? Что не получается? А, платится, да? Так, мальчик получился, осталась девочка у нас, да? Ну, так же, как мальчик, только наоборот. Зато на всю жизнь запомните, наверное, да? Рисовать узорчик. Так, глазки не забудьте. И последний штрих это у нас бантик. Так, я пока готовлю профиль. Да, я просто сейчас будем каждый себе выбирать цифру, и надо будет запомнить цифру, потому что я буду отправлять в печку, чтобы потом я вытащила, и вы выбрали именно свою эмблему. Так, ну что, есть уже готовые, нет? Заканчиваем, да? Так, у вас уже все, да? Все, так, ну давайте у вас один. Хорошо? Запомнил, да? Запомнил. Так, кто следующий? Так, давайте. Еще вообще все. Ну ничего, так, хорошо. Так, вам осталось только сделать бантик, да? Глазки еще. Глазки. Да, зубочистками глазки. Ой, как здесь аккуратно работает Анна Александровна. Единственное, что Анна Александровна, получилась голова немножко сбоку, да? У штифта. Видите, штифт? Давайте мы поправим. Нет, вы сначала сделайте. Я просто сейчас, когда буду отправлять, я потом поставлю, ладно, на место. Хорошо? Серединочку. Чтобы у вас уже готово. Так, заканчиваем. Так, помощь кому-то нужна? Мелкая, очень такая. Почему это вы не видите? Так, ну что, получается тяжело, да? Кашка? Мелко, да, зато смотрите, как это вот, даже небольшие пальцы. У вас уже бумага. Там веселые, очень веселые. Видите, уже первый. Я хочу, чтобы поставили. Еще там цифру забирайте. Троечку. Давайте так, как потом. Свет может испачкать. Так, ну посмотрите, если кто-то закончил.
случаю можно все сложить в пакетики, да, чтобы и тихонечко убрать. Да. Вы простите, мне надо встать уйти, наверное. Я уже прыгаю, не тем более я не надо встать уйти уже. Потому что я совсем потихонечку заканчиваем. Да. Так, ну вот ваши работы сейчас я отправлю в печку на 15 минут. Они немножко остынут, и где-то через минут 25 вы получите свою эмблему. Я вам дам красивую ленточку, вы проденете в это самое в отверстие, да, и уже будете там, останется у вас на память. Так, лишнюю глину тоже вы не выбрасываете, а в пакетик сложите. У кого-то, если глина лишняя осталась, можно сложить аккуратно в пакетик. У меня же одни для дали, другие для близких. Так, у вас красненький. Нет, волосики это все рисуется. Взоры и волосы, и волосы. У вас все, да? Вот у меня все. Так, все, давайте выбирайте себе. 9, 10. Сначала умею часть, давайте неудобно, а потом 20. Мне уже жалко. Нормально. Смотри, как так. Сапоги, там теплые штаны. Можно лишнее все-таки 19. Да, чтобы не валялось, потому что сейчас мы его сюда запихнем. Какой-нибудь такие.
да? Так, есть 6. 6. Есть возможно, есть яркий метод. Тоже хотела заниматься. Да, сейчас дам. Так, тут у вас полный набор или БУ? Вот здесь БУ или полный набор? Нет, это можно спрашивать. А это куда Елена Ильина осталась правильно?
Влезает вот на строчку. Отклеилась? Может быть, с помощью лезвия? Да, уважаемые воспитатели и все специалисты, которые занимаются с нашими детьми, дорогие и уважаемые коллеги по проекту, я с большим удовольствием хочу выразить свою благодарность вам за возможность окунуться в вашу эту творческую атмосферу. Все это было для меня ново, неожиданно. Я вместе с вами училась, зажигалась вместе с вами. Вашим обаянием, вашим жизнелюбием, вашим юмором. Спасибо вам большое. И хочу выразить восхищение вашим творческим талантом, многогранным. То, что мы увидели в садах и на сцене, эти яркие представления, яркие костюмы, здесь вся отразилась ваша
ваше умение, ваше знание, вот, и уже Елена Ивановна все это выразила, сказала, тут и режиссерская, и постановочная работа, и костюмы, и декорации, и организаторская работа. Это же надо было все организовать, привлечь родителей, да, и работать с детьми. А самое главное, вынести все это на сцену. Сцена — это, вот, я не знаю, особая какая атмосфера, особая аура, куда нужно столько смелости выйти, да? И вот эти детишки 3-4-летние выходили с такими сияющими, счастливыми глазами и выполняли все, чему вы их научили. Несмотря на там, кто-то не знает кони язык, да? Для них это был иностранный. И они выходили и смело показывали все свои умения, все свои таланты зрителю. Спасибо вам большое. Это было очень ярко, очень красиво. Молодцы. Вот. А сейчас для нашей Зои Васильевны, она, давайте предоставим еще такую возможность. Вот, мастер-класс, это громко сказано, мастер-класс это будет ваш. Вот, Зои Васильевне очень нравится смотреть на вас. Смотреть, как вы показываете весело, с юмором, маленькие такие сценки, миниатюрки, сказочки. И давайте мы еще раз предоставим такую возможность. Да? Я вам сейчас раздам, разделимся на 3 группы и сделаем такие маленькие сценки. Но я вас прошу, можно там импровизировать. Это экспромт. Кто не знает русский язык, давайте разделимся. Кто менее так, где можно даже без слов. Можно даже работать без слов. А? Все коноязычные, да? Нет, не все коноязычные, да? Ну хорошо, давайте разделимся на 3 группы. Так. Вот. Самое главное, чтобы это было весело, с юмором сделано, как вы это умеете. Хорошо? Да, вот еще хотела сказать, что вот в Виженском районе у них родной язык кони, они любят, они работают на нем, и они, конечно, особенно постарались, они летом, например, предоставили одни сказки, а уже на сцену вынесли просто вот такое музыкальное, такое большое музыкально-драматическое шоу. Они объединили 3 садика, и объединили это в такое большое шоу музыкальное «Ягморт» называется, где они показали национальный колорит, и вот свои какие-то бытовые вещи в этом, показали, как у них в семье, в игровой форме. Вообще было здорово, конечно. Все представления. Вчера в Зеленце я даже не поверила, что дети не знают конный язык. Не отличалось от конноязычных, произношение было настолько чистым. Вот, и подача сама. Ну, конечно, было волнение, где-то были моменты, где можно было как-то вот все-таки нужен человек, один режиссер, который бы соединил на сцене. Почему на сцене сложнее выступать, да? Там и работать со звуком, еще тем более после одной репетиции выйти и предоставить зрителю работу свою, да? Там же и микрофоны, где-то нет вот этих головных микрофонов, детей меньше слышно, да? Вот какие-то нюансы маленькие, но в целом, конечно, вы молодцы. Я думаю, что вот самое главное, что вы подарили счастье детям и родителям, да? Себя ощутить в новом таком качестве артиста. Спасибо большое. Продолжайте. Так, ну что, я буду раздавать сейчас сказочки. Так, чисто конноязычная группа. Да, это здесь больше в этой сказочке, это постановочка, может быть, вы даже и видите, даже да. Это сказочка больше. Здесь больше фонтанировать, ничего выполнять. И самое главное, что ваш персонаж возьмите, найдите этот образ последнего. Вот герой, который веселый, не тридцать, как вы слышите сейчас, да? Вот вы не несите, вы видите.
Да мне придется контролировать. Что? Да, давай, я вам Так, хочете, да? Внучка. Потому что я такой вообще не знаю. Можно
Я продала. Вы пошли? Кости или мышцы, что это, или нервы, что это? Я рассказывала тебе, что это? Ну, пожелание. Ну, как, институт. Так что
Как у нас движение Дайте сюда, дайте.
Сначала со второго. Уже готовое содержание. Слайд-шоу должны слайд-шоу. Творческий процесс видно, да? Дорогие наши преподаватели, наши артисты готовы? Так, ну что, первая группа «Просим». Итак, да. Сказочка Данилова Осипа и Айки. Экспромт-постановка. Для Зои Васильевны Остаповой. Вот здесь. Да? Ребята, иди сюда, операция. А я там? Все, девочки, готовы? Свои роли распределили? Так, уже сказать, для нас постановка «Ослики» и я, и его друзья. Значит, героев очень много, но нам нужна ваша помощь. Вы у нас будете массовка. Договорились? Будете повторять то, что я вам буду говорить. Итак, закрыли все глазки сначала, представили. Утро в лесу. Вечер колышет травку. Все просыпается, пробуждается, и вы просыпаетесь. Просыпается Тихушка. Кукушка протирает глазки, подмигивает. Бедный тип после театра. Выходит Винни-Пух, вечно вздыхающий. Во всем его облике, в глазах, задумчивость и тревога за судьбу обитателей леса, за нарушенную экологию. Винни-Пух подходит к кукушке и гладит ее по шее. По шее. Винни-Пух опасливо уже оглядывается по сторонам и тихо шепчет. Думай, что говоришь, когда говоришь. Что такое? А ему вторит массовка. Думай, 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 думай. Кукушка делает испуганные глаза и улетает на ближайшее дерево. Ты не человеческим голосом орёт. Мы уже по-другому проговорили. Давайте еще раз покажем нечеловеческим голосом. Ладно, я улетела. Ко-ко! Ко-ко! Винни-Пух направляется к домику пятачка. В это время пятачок просыпается. Просыпается. Выходит из своего домика, подтягивается, сладко зевает. Потом он закатывает штанины и демонстрирует свои аппетитные рульки. И начинает делать зарядку.
нему подходит и так. Винни-Пух. Ой! Ой! Доброе утро, пятачок! И пытается, кряхтя и пыль, повторять его движения. Но тут в их головах раздается голос ослика Иа. Винни-Пух и Пятачок застывают на месте. А в это время с неба медленно опускается воздушный шарик и держащийся за его веревочку горшочек с медом. Они опускаются на грешную землю, счастливо улыбаясь и элегантно покачивая бедрами. Винни-Пух хватает горшочек с медом, Пятачок воздушный шарик и разбегаются по своим домикам. А из леса выходит ослик Иа. Из его печальных глаз капают слезы. Он прямо рыдает. Ослик, опустив голову, ходит по тропинке туда и обратно. Потом обратно и туда. И опять туда и обратно. И, наконец, подходит к домику Винни-Пуха. Вкусно, смачно! Из домика Винни-Пуха раздаются странные звуки. Это Винни-Пух ест мед из горшочка. И слышно, как он вкусно облизывает свои лапы. Честно. Вкуснятина! Потом ослик прислушивается к звукам, издающимся из домика Пятачка. Это Пятачок надувает шарик так, что тот не выдерживает и... Безутешно плачет ослик. Плачет вся масовка. Никто меня не любит. Нет у меня друзей совсем. И в это время из своих домиков выбегают Винни-Пух с горшочком и Пятачок с шариком. Они подбегают к ослику, вручают ему подарки, которые оказываются целыми и невредимыми. С днем рождения! С днем рождения! Винни-Пух! Это собрание-то! Это что, мне? Да. Я весело подпрыгивает с горшочком и с шариком. Это просто Винни-Пух. Винни-Пух и Пятачок дергают ослика за ушки. Тот улыбается и смеется так весело, как только может. А кукушка, возвратившись с дерева, ку-ку, 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 составляют хоровод и все вместе поздравляют Иоанна с днем рождения. Девочки, готовы видео, можете родителям уже показывать. Да. Прошу, молодцы, девочки. Справились? Справились. Теперь у нас сказочка Яндыш, мой Яндыш. Да. Ура! Дай комику. Ирина, вот мой ляндичтен Олисны вылисны Тєту да кулич. Налан були внучка Анну.
скабетла, Иршида юберден, веш витлесат вылын. Рыбна сваердис наезд, Колюс петис киче вылаз, да юалы. О, кузук ясаминам! Вердыш ясаминам! Подношаты юинны да. И подымаешь ми, и юмаешь ми, и гуляешь чалын. И думаешь, сетеш ми, чоешь ты. И пипу кыря сетеш видлыш ты, и крич полулын смысен шочишь ты. А эти кэса Воча виджесек. Мебет, минам горше кошме, гырай мег веттедлы, турунса мег йырышлы, пипукрышса мег видлышлы, кучпула мег шочишлы. Скорнис дедыс внучка выла. Кычите, а ну глыштин, парешно. Як ты шутка завидишь? Мусчиночишь. Мадуна едет мададис почес. Хоча, талун теветлы казаясыз кад йыршадны? Бура йыршад. Ну, батюшка, ну, эн шокшу. Бура дерт йыршада. Но мы-на, термашей, турун выловичей, давай, пошли, йыршам, пошли, давай. Давай, Моно, давай. О, там еще Що ритна сваєдись починає з горта. Горта, ну коло Кіче вилопетись та бара юаша. Мыйне, казук ясаминам. Йыр, ой, ти потинны да, ти юинны да. Ми потамаешь, юмаешь ми, и горай барачек чалын. И турунса барана сетиш ойыштын. И пипу кыря сетеш видлыш ты, и кыч полулын смысен шочишь ты. А эти кыза пыращи з доля. Мяму пот, мина гоше кошме, гыраш мег веттедлы, турунса меги йырышлы, пипу кырсы меги ачывлы, кыч полулын меги шочишлы. Воча дорышнин йонжика скырмис дедыс. Сестарука, выжил мумина мой. Мена лырды тасьям. Миштам чужам. Мужчин почуш. Ой, кой мадлун нас не мой едет вывычны, а чесмуны сирщедных казайсыз. Юбели ясын, вежвить ясылым ершедых. Тасан чоет. Рыт нас борвает из гортас. А, гордалок темный заща. Ох ты, Давай юала надыш. Юала заясайменам, вердыш ясамынам. Ты потыша, юинны да. Потыш. Город веттедлы, турунда ставсан йырын. И пипу кыря сетеш видлыш ты, и кыч полулын сенеми шочишь ты. Стався вычиш ты. А эти коза баращи с доля. Мягу пот, мягу гоше кошме, гыраш мег веттедлы, турунса меги йырышлы, пипу кыш меги видлышлы, кыч полулын меги шочишлы. Ах ты, едет мутый стая козасы, кырталыз да мутый Найтис, это бокса чай, да моны, спурки слыны. Коза попжис, не чешчис, да пышьис, котарта, воис качонья, водис почервила, да куйла, локти скотч. Ходит
ясен. Гында кукрысın. Ой, божентаны чишкыш. Ой. Кыч повжись и пышись. Мона, сечем гора бырда. Паны даши сылы пету, гырца пыга, зарни шерга, пеймо вылаз косанула. Ulan yılan kaçırın. Mına buradan. Обычно бедни был. Пыристо за меня в чем еды меня и вот. Муна мен бырд митен от шоглу отсала. Отсала. Если чем доры, петук тацече. Точ. Коги чем яс? Ми яндыштам кыза. Куин грошиш не бама. Бок пылыс чаш не дама. Бычкада шур ясен. Гында поп ясен. Божентада чишкышта. А пейту кыди. Чечишта спора было. Так кыди городас. Ки королю. Вот там и сапага, зарни ишерга. Косар метене шенышта. Дешит юрта шенышта. Весаш пакчырыш. Ки королю. Кыза течем повзись. Оши пакчыр былчись. Да, улы. А Чуть-чуть помедлить забыли, а Кипурулю тоже забыл прокричать. Да? Испугать. Теперь у нас следующая класс. Прошу. Управленцы так играют. Я показываю. Нет, теремок надо. У нас нету ведущего. Мы сами. А если полочка? Пропустить или что? Подайте мои слова, кто сделал. Я как-то случайно попала в коми-группу, поэтому я что как умею. Колы мы вкусные, омного лажичек. Комячик. Таина мы, не в каблуков-то чем, тогда метачом моча. Проект ква. Учим дай проект ква. Пырами видят ква. Это крутые штаны. Ква. Одесу посавли ква. Мейпури ква. Ну вот что косичка. Куда уже? Бориш коч. Таина мы в Баба Ясном общежитии, Бориш коч советятны. А ты ёпта на так ужасно? Да. Лоши да ёпта? Лоши да, ой. Ай, пыра. Вещи. Вот на.
Радичи. Me должны писать метр он повод и на 5. Ой, наши. Да me не повже. О! Да инфо, локта часов не лок. Вот здесь я писала. Пенсия нора. Мы приключимся полжедла. Ме, because я мой душный делик полжедну мы да Даша просишь. Ой. Ну мой дыш. Общий питер свуле. Дай мне родить нам, мой отец. Да. Да. Сейчас я кто не будет голови ставлю. Да мне сколько да порыся. Самым чолук. Проект. О, там не мог классный. Ничего себе. Класс. Де коди? Мы на шкуме наливы. Мелатана, вот нам. Ну ладно. Чай ты еще думай. Как такой рубец? Ну проект. От саманет. От саманет. Да. Привет, проекта. Прочей. От саламата медлена. От салам. И от салам. Стоп. Ей будет Так что стало соотнести, вот нам остается. Свадьбе будет стало. На русском языке. За ваш талант. Многогранный. Спасибо большое. Очень было радостно, приятно с вами познакомиться и потрудиться. С вами тоже. Сюда, сюда. Мамуй, Мемет я ставлю бурун. Ставлю заиграть Аджины. Всех очень рада видеть. И, во-первых, хочу поблагодарить команду проекта за интересную, плодотворную работу, за незабываемые вечера и ночи подготовки, за творческие идеи, за общение. Спасибо вам большое, девочки, коллеги, организаторы, Зоя Васильевна, Лариса Геннадьевна, Евгения Ивановна, Елена Евгеньевна, не вижу Елену Евгеньевну, всю команду благодарю. Также Вера Степановна, любимая, дорогая, вам тоже огромное спасибо. Хочу поблагодарить всех коллег детских садов, где мы были, в селе Обячево, Зеленец, Лозым, Ижма, за теплый прием, за искренний интерес, за включение в проект и совместную работу на благо наших детей, на благо наших родителей, а самое главное, на сохранение нашего родного коми-языка. А особенная благодарность, конечно, еще всем родителям, которые активно включились в работу этого проекта. Побывая в детских садах Обячева, Лозыма, Зеленца, Ижмы, мы также встречались с родителями, и очень удивило то, что родители были очень открытые, очень доброжелательные и готовые к работе. Это очень, конечно, большая благодарность всем, кто привлек родителей, да,
И видно, что родители заинтересованы в этом проекте, заинтересованы многие в сохранении коми-языка, да? И теперь нам осталось только использовать и внедрять в нашу работу все приемы, творческие идеи, формы работы. И в первую очередь мы в свою работу должны вовлекать наших родителей. Да? Вот этот проект как раз в этом и состоял, чтобы через театр мы привлекали и родителей, и детей к изучению коми-языка. Что мы делаем также в наших детских садах. Да? Все здесь собрались все единомышленники, все те, кто работает, все те, кто внедряет коми-язык в свою деятельность. И также мы уже встречались со многими, кто-то приезжал к нам в детский сад, и мы выезжали, и я выезжала. Вы уже все видели, знаете, знакомы с моими методами, приемами, формами работы. В этом году в моей группе открылся новый клуб детско-родительский. Это мы считаем, что продолжение нашего большого проекта «Шон и дрытья» с теплые вечера, где мы с родителями в течение года будем собираться и создавать различные театры. В первый раз мы уже встречались с ними и делали теневой театр. Дальше будут родители сами предлагать, какой театр бы они хотели изготовить. И эти театры будут оставаться у деток в группе. Они будут играть в эти театры сами, с воспитателями, с родителями. Сегодня вечером у нас будет проходить битва хоров. Вот. У нас каждую неделю, каждый месяц проходят какие-то мероприятия с родителями, с детьми. Буквально тоже вчера у нас прошел конкурс чтецов для мам на коми-языке, где дети читали стихи, исполняли песни для своих мамочек любимых. Да? И сегодня вот у нас битва хоров состоится вечером. Хор из родителей, хоры из родителей. 3 группы хоров родительских и 1 хор педагогов. Сегодня мы будем участвовать в этой битве, можно сказать. Но это не конкурс, это будет фестиваль. Каждая группа хоров получит свою номинацию, свой подарочек. Да? И сегодня, в завершении нашего дня, я бы хотела, чтобы уже не задерживать вас сильно, предложить нам тоже устроить битву хоров, немножечко окунуться. У нас как раз 2 хора, первый хор, второй хор. Можно я вас назову хор «Гармония», хор «Кантилена». Можно по коми назвать, можно по-русски назвать. То есть мы с родителями договорились на русском языке. Будем петь одну русскую песню и одну коми-песню. Сегодня мы с вами споем только коми-песни. Коми-песни знакомые. Сейчас мы с вами прослушаем припев куплет песни «Тыца пилот». Вы ее все знаете. Вторая песня «Коми Мун». Я думаю, тоже вы ее многие уже слышали. «Тыца пилот». Коми-мун будем исполнять песню. Сейчас мы с вами послушаем первый куплет и припев. Коми-мун, чужим ведмідь, чужан мой, челядь бы ты, век натами, голом была, ним хоть пырочком менчила. Юрде сами коми щилам кывяс, чорні тени комієн, зон я зданивяс, а чим комі редбаш, комі є зустир, комі чужан кривійо пир. Коми мой, милый аньяс, меча, сарапан яс, чужан муин, меча бур, шуам вылаз кипедемен юр. Юрде сами коми щилам кывяс, чорні тени комієн, зон я зданивяс. Так, эта песня для вас, для вашей команды. Для вашей команды «Тыца пилот». Мию шарапета,
засыпь теплоход, вытолочка да. Замечательно. Сейчас все будет. Так, давайте мы подумаем, кто у нас первый начнет. Давайте мы начнем с пилот, а комиму мы закончим, завершим и наш сегодняшний день. И это как получается такой призыв к тому, чтобы мы учили коми-язык, хранили его и передавали из поколения в поколение. Давайте мы сейчас попросим наш хор «Гармония» исполнить песню «Текста пилот». Обязательно подпевать. Все будет на экране. А оникутас нишину хор кантилена, комимун. Так, кувия сложно ставить мекута от саши, от сала. Thank you.
Гажашылымыш, ты гажаешь, да. Мудерыш, да, щамаыш, да, очень творческие личности. Зе буду дать тебе ставлю. Спасибо. Хорошо вам. Зе буду дать тебе. Да. Ну, Йоркия, сводими программа Серки, которая мунная воде. И это вместе так Лариса Геннадьевна Кулышевала. Это мы все вистала с учем Мианлоисне. Ну, как раз в конкурсе. По нашему проекту был также организован конкурс Ворсанкут на создание игровых проектов по активизации игровой деятельности. И, конечно, какие результаты и каким образом мы обобщаем результаты, как раз Лариса Геннадьевна сама и скажет. Я ничего уже не буду предварять, комментировать. Ирина Михайловна, ты чуть-чуть репетируешь. Да. В рамках проекта прошел у нас смотр конкурс Ворсанкут. В этом конкурсе представили оформленные работы у нас 7 детских садов из 3 районов. Так, видите, написано Следка, 2-й детский сад Опячево, 4-й Опячево, номер 10 Сизяк, Ижемский район, Сыктывкарский район, детский сад номер 2 Зеленец, номер 7 Выргар, детский сад Павловица. В содержание проекта должны были входить, вот то, что мы просматривали, это описание, представление, должны были создать выставку, вот мы летом ездили на втором этапе проекта, смотрели ваши выставки, результаты, какие у вас произошли, фотоматериал, видеоматериал, отзывы родителей. Вот по таким критериям просматривались работы, выставлялись оценки от 0 до 2. Ну, мы обычно вот такие оценки ставим в 2-бальной системе. Вот, и сейчас по итогам вот этих критериев, которые представили все эти работы, мы хотим поздравить участников и победителей. Зоя Васильевна. Это все уже? Итак, уважаемые коллеги, жаль, конечно, что мало детских садов включились в этот наш конкурс. Не хватило, наверное, какой-то внутренней активности. Но в любом случае, из тех, которые подключились, мы выбрали победителей. Да, мы сначала вручаем дипломы участников. Детский сад номер 2, село Зеленец. Спасибо, активно работаете. Детский сад номер 2, село Выгор, Сыктывкарского района. Детский сад номер 7, село Выгор, Сыктывкарского района. Детский сад село Летка, Прилузского района. Так, и вручаем дипломы победителя конкурса. Вручается диплом победителя, вручается детскому саду номер 2, село Опячево, Прилузского района. Заслуженная награда. Спасибо большое. Спасибо вам, работайте дальше. Диплом победителя вручается детскому саду номер 10, село Сизяк, Ижемского района. Спасибо. Передадите от нас благодарность. Ну и нужная вещь в сумочке. И диплом победителя вручается детскому саду село Палевица, Сыктывкарского района. Спасибо за хорошую работу. Спасибо. Поздравляю. Молодцы. Я думаю, что в дальнейшем, конечно, надо поактивнее всем участвовать в этих конкурсах, для того, чтобы
и нарабатывать какой-то опыт тоже. Хотя работы было действительно много, да? Да, самую полную, я еще хочу добавить, что самую, конечно, полную и объемную работу это представили детский сад номер 2 села Обячево. Посмотрите, как вот столько много они предоставили папок. И именно не просто теоретического материала, но и практического тоже. Они засняли каждый этап, засняли каждое мероприятие. Вот столько еще приложений к этому проекту приурочено и представлено. И я хотела показать вам, что вот они такой интересный подход нашли, объединили современное направление с этнокультурным таким маленьким компонентом. Вот такие у них, видимо, идет кружок роляшки, да? Да? Сейчас чуть-чуть буквально хочу показать. Вот только не знаю, пока учили, это туда не а там очень много и посидела. Кстати, это в следующий раз. Это не слушать по этому проекту. Да. Вот это я хотела сказать. Спасибо, молодцы, Обячево. Молодцы. Спасибо, Лариса Геннадьевна. Так, и еще у нас один вопрос остался. Если Галина Владимировна может, то можно было бы потом уже начинать подходить, потому что ректор очень хочет повстречаться. Да, вас приветствовать. Итак, уважаемые коллеги, вот мы еще в нашу программу поставили один вопрос: подведение итогов республиканского фестиваля детского творчества «Шут дочери Айдыр, помощь Орни Пыр». И хочу сказать о том, что этот фестиваль он проводится вне этого проекта нашего, но в любом случае он тоже имеет место быть. Мы сегодня подводить итоги пока не будем, просто мы еще не готовы. Да? Итоги будут подводиться окончательно в декабре. Но я хочу сказать, что, в общем-то, экспертизу материалов этого конкурса, а сколько материалов поступило? Вот, пожалуйста, все на слайде. Поступило 85 видеоматериалов, участвовало 98 педагогов, 126 детей, 29 дошкольных организаций из 11 муниципальных образований. В общем, география достаточно обширная, и экспертов мы, конечно, пригласили тоже со всех районов. Во-первых, это члены Совета республиканского метода объединения, это педагоги, которые сами ведут такую активную работу из всех районов, сельских районов республики. И вот сегодня хотелось бы предоставить слово для анализа того, что увидели из представленных материалов, нашим управленцам, методистам по дошкольному образованию Карпкировского района Ирине Владимировне и Усть-Коломского района Наталье Николаевне Нестеровой. Какое ваше мнение, как вам показались работы, что бы вы выделили такое как особенное, более интересное? Может быть, уже нашли какие-то предпочтения, но в любом случае мы должны уже как бы начинать вот это подведение итогов сегодняшнего дня. Я хотела бы отметить, что работа была очень нелегкой. Потому что, как бы ни казалось, что коми язык мы знаем, но получилось так, что районы разные, диалект свой. И мне, например, пришлось подключать своего супруга даже, с тем, чтобы он мне помогал какие-то вещи. То есть некоторые просматривали и 2 раза, и 3 раза, чтобы понять четко, что там говорится. Кроме того, вы сами понимаете специфику детской речи. То есть это речевые недостатки. И то, что воспитатель понимает прекрасно, то со стороны это гораздо сложнее понять ребенка, что он говорит. Поэтому, конечно, то есть номинации-то есть там с 3 лет, но на самом деле получается, что... как сказать, качество работ вот в этом возрасте, вы сами понимаете, в силу специфики речи, да, очень сложно. Кроме того, было очень много номинаций, да,
Хотелось отметить, что в номинации... А кто вообще-то не слышал об этом фестивале? Потому что мы не рассказывали положение, номинации, наверное, все слышали присутствующие. Литературная, песенная, и вот эти мы объединили. Мультфильм, звучащий активы, комикс. Вот был один комикс. Мне просто самой было очень интересно посмотреть вообще, что это такое, как это выглядит на каком языке. Очень интересно. Были 3 звучащие книги. Каждая из них, ну просто я бы сказала, уникальна. Но конкурс мы опять же берем-то в первую очередь там, где звучит детская речь. К сожалению, там в одном вообще не было детской речи, а в 2 других, ну, буквально несколько фраз. Поэтому оценивать тоже, сами понимаете, очень сложно. Потому что в критериях, в первую очередь, это речь ребенка, звучание вот детской речи. Кроме того, там было, значит, как конкурс чтецов, скажем так, да, было. Да. И песенное творчество детей, и игры, мультфильмы, игры драматизации, вот все это было по разным номинациям. Надо сказать, что вообще воспитатели у нас, конечно, педагоги, настолько творческие люди. Некоторые работы, я бы сказала, что просто на профессиональном уровне, начиная, то есть вот от заставки, от музыкального оформления, от голоса, закадрового голоса. Ну, просто очень интересно и приятно было слушать. Но вместе с тем и недостатки. То есть некоторые работы вообще, то есть нет никакой, так сказать, обложки. То есть сразу начинается выступление ребенка, ни начала, ни конца, никто, ничто, ничего. То есть понимаешь только, ну вот, что папочка вот названа кем, да? Открываешь папку, а там сразу выступление и все. Кроме того, очень часто получается так, что, видимо, педагоги снимали или готовили этот материал вообще. Ну, то есть к чему-то, к своим каким-то мероприятиям. Ну и решили заодно поучаствовать в конкурсе. Поэтому кое-где, конечно, вот я и говорю, коми-речь-то она только временами. Кроме того, общее наше, вы же знаете, мы смотрим выразительность речи, да, артистичность. А когда ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту, ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту, все. Да? Оценивать очень сложно. Хотя там, причем речь-то была комиязычных детей. Да? И вот когда коми-дети рассказывают стихи, конечно, ну, весь эффект, весь интерес как бы тоже снижается. Очень интересные наработки по мультфильмам, вообще замечательные. Сами идеи очень интересные. Песенное творчество, очень красиво поставленные номера. Игры драматизации тоже замечательные сюжеты подобраны. Очень интересные, как сказать, как настольный театр. То есть есть вот дети, актеры, а есть как настольный театр. Очень интересное оформление, детали какие-то. Вот я даже для себя очень много взяла. Вот просто по оформлению, как вот эти фишечки такие, было очень интересно. Ну а вот прям конкретно по каждому, наверное, нет смысла говорить, потому что нет еще ни результатов, наверное, да, не все члены жюри еще подготовили. И мне хотелось бы сказать, что просто молодцы и, конечно, активнее участвовать всем. Может, Наталья Николаевна добавит еще свое мнение. Ирина Владимировна уже почти что все сказала. Я добавлю свое личное мнение. Но если у Ирины Владимировны экспертом был муж, у меня экспертом были еще также и дети мои. Они у меня комиязык хорошо знают, поэтому я их, конечно, к этому привлекла. Пусть они послушают, пусть они посмотрят и выразят свое мнение. Значит, плюсами, я считаю, что является, это то, что очень много работ представлено. И обширная география участников. То есть тут и села, тут и города. Усинск, Воркута, Сыктывкар, где очень много русскоязычного населения. Но воспитатели хотят участвовать и хотят привлекать детей к участию. Интересный материал, мне тоже понравился комикс, но хотелось бы, может быть, чтобы этот комикс был звучащим, чтобы как бы речь детей там была. Это было бы вообще здорово. Очень много инсценировок и постановок, и есть авторские
постановки, авторские стихи. То есть педагоги у нас еще и сами сочиняют стихи и ставят на вот эти свои стихи сценки. Я могу озвучить те, которые мне можно, которые у вас плюсы? Лично меня, например, порадовали работы педагогов детского сада номер 2 Жешар, Богородского детского сада, вот как раз Таиса Михайловна, и там еще у другого педагога, детского сада номер 8 села Выльгар, Усть-Куломского, свои тоже меня порадовали, я тоже буду их озвучивать, Усть-Куломского детского сада номер 4, детского сада Улыбка, села Усть-Кулом. Очень много мультфильмов, и мультфильмы в разных как бы вариантах засняты, и с аппликацией, и с рисунками, и из пластилина, то есть разные варианты этих мультфильмов. Ну, то, чтобы мне хотелось бы больше от этого конкурса, то, что вот именно речи, детской речи, вот мало ее в работах, и если даже используются какие-то детские рисунки или детские поделки, то это как-то не высвечивается, то есть чьи это работы, что именно это детские работы, хотя это есть в работах, что детские работы. Еще хотелось бы сказать, что действительно подходить к оформлению данных работ надо более тщательно, отбирать этот материал, чтобы знать, что это все-таки республиканский уровень, да, и надо тщательно отбирать, может быть, даже на уровне района. Вот это себе я написала такое замечание, что надо было все-таки делать какой-то отбор на уровне района, чтобы выставлять самых лучших. Вот. Ну, что бы еще хотела сказать, что я еще, как раз Ирина Владимировна говорила, я вспоминала. Про культуру педагогов еще. Чуть-чуть. Что там про культуру? Съемки попадают сами педагоги, например, в резиновых тапочках. Ну, представьте, да, уровень, ну, то есть все так хорошо, и тут в кадре появляется где-то там. Ну, то есть вот эти мелочи, но они передают. И очень хотелось еще увидеть какую-то изюминку, но вот этого я, например, не увидела. Есть такие хорошие работы, есть, но что такое, чтобы вот ахнуть, вот такого я еще не увидела для себя. Но хотелось бы, что на будущее, может быть, если такой фестиваль будет проводиться, будут такие работы. Все, ну ладно, спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо большое за оценку. Ну, в общем-то, эта работа еще продолжается. Подводить итоги мы будем в декабре. Вот. Этот проект у нас реализуется на финансирование Министерства национальной политики. Поэтому победители по каждой номинации, конечно, уже получат у нас призы. И мы еще планируем, что лучшие работы, они, как бы мы сделаем такой сборник, диск со всеми этими работами и распространим по всем районам в помощь нашим детским садам. Можно так вот использовать? Да? Как бы такой, как наглядный материал. В общем, вот такая вот задумка этого проекта. Вот. Итак, уважаемые коллеги, ну что ж, не заметили, как время прошло, не заметили, как год пролетел. Год пролетел незаметно. Хотя, конечно, все было достаточно объемно и достаточно много всего. То есть вы, конечно, не видите всю эту организационную нашу работу, которая за пределами всех наших мероприятий, но в любом случае это все тоже достаточно много времени занимает. И самое интересное, что в течение этого года у нас был юбиляр, которая отметила свой золотой юбилей. И это наша дорогая, кто? Лариса Геннадьевна Кулышева. Мы ее от души поздравляем с этим юбилеем. Спасибо. Вот, чтобы у тебя в жизни складывалось, вот какой тебе туес для всех твоих интересных каких-то идей, поделок, с медведем. Но самое интересное, что вот мы тут тебе приготовили еще и вот такую медаль за твою работу. Вот это украшение как раз Спасибо за работу. В общем-то, у нас такой
такой тандем сложился, что мы очень дополняем друг друга, и как бы вот действительно все заметили, что с приходом в лабораторию Ларисы Геннадьевны Кулышевой у нас работа совершенно в другом ключе даже начала формироваться, более активно и разносторонне. Так ведь? Именно благодаря ей существует у нас сегодня группа ВКонтакте Джолик Малышов. Вы сразу узнаете всю информацию. Мы сейчас ждем, не дождемся 1000-го нашего подписчика, чтобы обязательно его заметить и обязательно его облагодетельствовать каким-то образом. Но в любом случае. Итак, уважаемые коллеги, конечно, проект бы не получился, если бы не было вот такой вот команды специалистов. От этого очень много зависит, на кого делаешь ставку, благодаря каким людям, в общем-то, мы выходим уже на наше образовательное пространство. Я думаю, что вот эта наша команда, она получилась очень удачной. Ставки были сделаны правильно. Так ведь? Это и Вера Степановна Пивкина, которую, конечно же, пришлось долго-долго уговаривать для того, чтобы она действительно как бы согласилась с нами вместе работать. Слава Богу, она согласилась. И мы ей очень благодарны. Мы ее приглашаем сюда для того, чтобы написать благодарственное письмо. Конечно, вот такой календарь, чтобы у вас дома висел, говорила традиция. И также небольшой подарок, память о нашем проекте. Спасибо. Познакомиться с вами, дорогие мои коллеги, по проекту я не видела. Я просто переполнена вот вашим всем. Насколько это люди талантливые, да? Вообще чудо. Зоя Васильевна, она лукавит немножко, она меня не уговаривала. Она сказала, нам такие люди очень нужны. Приходите нам сегодня. Так, потом мне сказала, так, сейчас Вера Степановна Пивкина будет выступать. То есть не уговаривала, а сразу бросила. Да, и все. Ну и с большой любви, с большого уважения. Зоя Васильевна. Вы согласились. И спасибо большое. Я сама училась только от вас всему. Спасибо. Но научилась же. В следующем проекте это будешь участвовать? Такие маленькие шажки. В следующем проекте это будешь участвовать? Ну, мне еще надо подрасти немножко. Ну, отправим на учебу. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мы очень рады, что с нами была Елена Михайловна Бутарина. Она накопила профессиональный опыт. И, в общем-то, нам обязательно нужно было, чтобы в проекте был человек, который в себе аккумулировал и вот такие вот игровые какие-то навыки, музыкальные навыки. В общем-то, такой вот интересный человек. Музыкальный. Потому что без музыки жить скучно. Музыка должна быть обязательно. Поэтому мы тоже от души вас благодарим. Дарим календарь наш. Ну и, конечно же, тоже наш турист. С чем вам попало? Секрет, думаю, с чем. Я даже не ожидала. Для того, чтобы я была это, музычного подхода. А почему именно это животное, да? Это даже очень хорошо. То есть мы жизнь свою творим сами. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы очень рады, конечно, что с нами была Евгения Ивановна Пантелеева, как психолог. Мы всегда к ней обращаемся за помощью, потому что, во-первых, Евгения Ивановна владеет коми-языком, а это для нашего проекта, это, в общем, очень важно. То есть вы поняли о том, что самый главный критерий по выбору специалистов – это владение коми-языком. Но бывает иногда, конечно, исключения из правил, в исключительных, как бы в особо важных случаях. Но Евгения Ивановна и психолог, и коми-языком владеет, и сама она патриот своего народа, сама автор она различных сборников по краеведению, по которым пользуются, все еще пользуются, в общем-то, и находят откуда-то ведь эту книгу и просят переиздать. Может быть, и переиздадим. Да, может быть, и переиздадим, будут деньги. Так что мы вам очень благодарны. Надеемся, что вы в будущем с нами будете сотрудничать.
Вы же вот и не поехали, вот и не смогли. Перспектива впереди зато. Да, вот они ждут. Спасибо, коллеги. Но мне всегда очень приятно работать с лабораторией национальных проблем. Всегда такие интересные идеи, и вот как бы вот подхватываешь. И вас благодарю. Благодарю, мои коллеги. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся. А вам тоже квиз с хозяином леса Лосем. Лось хозяин леса или царь леса? Хозяин леса. Так что спасибо большое. Ну и, конечно же, это буквально вот было для нас... Можно? Да. И, конечно же, для нас это было просто как бы чудо, что в нашем проекте согласилась работать Елена Евгеньевна Карагулина. Вы сами, наверное, поняли, это насколько уникальный человек в нашем образовательном пространстве. В общем, таких людей больше, ну, нет, никого. Ее трудно очень заменить, и когда она языком не владеет. Я пластик. Хотя она языком не владеет, однако она очень много делает для сохранения традиций, культуры, коми народа, потому что она участвует во многочисленных проектах республики. Я просто удивляюсь, как ее на все хватает. Когда она спит и отдыхает, она все время на колесах, все время на чемоданах. А никогда я не услышала никакого упрека, вот я притащила столько вещей, и все она на себе, все она на такси, вот она печку привезла, это она стол привезла. Все незаметно и бесшумно. Вот поэтому ее и ценят во всех проектах, потому что, по идее, она делает очень много, а претензий от нее вообще никаких нет. Я бы спросила, что, может быть, мы мало о вас заботились, как бы много чего мы как бы вам предоставляли, раз сами придумали, сами всегда и это все делаете. Но мы очень благодарны за вашу работу в нашем проекте. И, конечно, тоже мы... Вот такое вам семейство. Вот тут вам так, кого я еще забыла из проекта? Все, да? Ну, конечно, мы поблагодарим и наших бухгалтеров, и всех тех, кто нам помогал. Галина Владимировна, проходите, пожалуйста. Мы очень рады, что вы нашли возможность к нам подойти. Галина Владимировна Китайгородская, ректор института. Ну и еще вот мы подготовили здесь благодарственные письма нашим управленцам тех районов, которые участвовали в проекте. Я думаю, что представители района вы подойдете и передадим мы. Это и Выжимский район, методистке Беляевой Надежде Михайловне, Екатерине Николаевне Пак мы здесь можем вручить лично. И вы передадите также благодарственное письмо Нине Николаевне, как начальник управления, поблагодарите за поддержку и помощь, и отправим в Прилузский район Светлане Владимировне Поповой. Хотя я думаю, что мы уже отправляли, но отберись. Галина Владимировна, ну вот, мы подвели итоги нашего проекта. И, в общем-то, вот на этой такой ноте мы вам предоставляем слово. Последнюю каплю. Зоя Васильевна, спасибо вам, спасибо вашей команде. Вы знаете, на самом деле это важно, что мы сейчас работаем именно единой командой, которая сформирована не только на уровне института, но я понимаю, что есть команда Республики Коми. И результатами проекта вы сегодня уже делились, вы сегодня их представляли. Я хочу обозначить еще одну очень важную задачу. Надо представлять результаты проекта уже на федеральном уровне. Я знаю, что у нас есть что сегодня сказать другим регионам и даже представить проект на уровне Министерства просвещения Российской Федерации. Вот именно то, что сегодня является результатом именно нашего проекта, республиканского проекта, именно в этом нуждается вся Российская Федерация. Сегодня вам удалось сформировать не только профессиональное сообщество, но сегодня вы действительно показали, каким образом можно включать в проект всех участников образовательных отношений.
и родителей, детей, конечно. Но самое важное, это еще и управленцы. Я знаю, что Зоя Васильевна, по крайней мере, она рассказывала, что в проекте были заинтересованы и главы муниципальных образований. И когда мы начинали обсуждать проект, Василия сказала, надо писать письма и приглашать в проект всех тех, кто участвует в системе образования именно как те, кто что-то решает. А кто что-то решает? Конечно же, главы муниципальных образований. И я знаю, что именно вот такая работа единой команды, органы исполнительной власти, органы законодательной власти, наша система образования и, конечно, общественные организации, потому что именно поддержка президентским грантом вашей работы, она позволит продемонстрировать на уровне каждого муниципального образования именно этот результат. Я думаю, что вы, наверное, отслеживали, как у нас работает в каждом муниципальном образовании. У каждого есть свой уникальный опыт. И вы сегодня именно этим обменивались. Но я знаю точно, Зоя Васильевна меня поддержит, что этот опыт, он является уникальным на уровне Российской Федерации. Поэтому, коллеги, Зоя Васильевна, надо готовиться презентовать его на уровне Российской Федерации. Надо готовиться, потому что действительно, еще раз говорю, спасибо, конечно, каждому, потому что, когда говорят, кто такие участники проекта, когда мы говорим участники проекта, это дети, родители, педагоги, я всегда говорю, кто это, потому что всегда очень важно персонально каждого благодарить. Я вот уже подошла к завершению, и были благодарности вручены, но я думаю, что вы передадите слова благодарности каждому педагогу, каждому родителю, которые у вас были на сцене, когда я просматривала все ваши фотографии и телевизионные. Все уже получили. Это очень важно, и когда они действительно чувствуют свою сопричастность к этим результатам. Сегодня меняется система образования. И действительно, сегодня формируется новый подход к функциональной грамотности. Но именно языковое самосознание, я всегда это буду утверждать, оно лежит в основе всех видов функциональной грамотности. Когда говорят функциональная грамотность, финансовая грамотность, но в основе все равно будет понимание текста, будет все равно язык. Когда, например, говорят правовая грамотность, все равно в основе языковое сознание. Поэтому то, что вы действительно не только обсуждали, но что вы продемонстрировали именно формирование языкового сознания в нашей многонациональной республике, и понимание, что именно надо работать, начиная с дошкольного возраста, это результат. Но еще одна задача, которую мы тоже обсуждали с Зоей Васильевной, это, конечно, вопрос преемственности. Сегодня многие обсуждают. Мы уже сформировали модель сопровождения на уровне дошкольного образования. А что дальше? И многие родители, они выступают именно с просьбой, именно в адрес министерства. Сформируйте такую же систему на уровне начального общего образования, основного общего. Там такой работы, вы знаете, к сожалению, пока нет. Поэтому, уважаемые коллеги, я знаю, что вы работаете все вместе на уровне, конечно, дошкольных организаций, но вот, внимание, конечно, надо этому обратить и приглашаю управленцев эти вопросы не только ставить, но и подумать, как их решать. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас поздравляю, потому что сегодня важное профессиональное событие для каждого из нас, для нашего института, для каждого муниципалитета, конечно, для команды Зои Васильевны. Зоя Васильевна умеет работать с нашими коллегами именно в команде. Поэтому я вас поздравляю. Я очень рада, что мы с вами в одной республиканской команде. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, а теперь мы всех вас приглашаем в ресторан. На обед. Ресторан «Бенедикт», который по Волоне. Поэтому сейчас давайте быстренько мы одеваемся и туда идем. На втором этаже. Всех подпустим нам всех наших. Здесь как раз видите, люди напротив. Ну, наверх поднимись, да. Так что у нас там что-то уже 14:30. Давайте. Вот
А уже все убежали. Татьяна Александровна, давайте фотографироваться. Елена Михайловна, Елена Владимировна, фотографироваться. Она сейчас сейчас он этот забыла, как зовут. Смути внимание, фотографироваться. Успенский район. А Ижевский район куда не пошли? Вставайте, вставайте сюда. Вы на комиссии так не фотографировались. Да, фотографировали. Я больше не учила. Не получилось. Да, я сейчас А сейчас тоже идем. Давайте немножко так, чтобы все нашли. Все готовы? Все улыбайтесь. Раз, два, три. Ой. Лучше доклад прочтем. Сыр. Все, ты нас. Большое спасибо. Давайте я поставлю. Давайте пускай внимание. Лучше в 4-й садик. Ну вот, места в список свои, все перементы стоят. А там же были даже на Ну вот, а все сидели. Значит. Там я дали тебе на маму. Сейчас мы закажем ваши. 4-й садик это какой? Летка? Обячево. Александра Геннадьевна, а как вы думаете, это вопрос риторический? Ну что, если я скажу рестораны, я работаю, не уволятся. Я надеюсь, что нет. Если я это придумаю, я уже не пришла на работу. Давай, иди. Заработала ресторан. Да, до свидания. Не до свидания, я тоже ресторан. Это здесь надо туда. Мы же все увидимся, я еще Конечно, не попрощалась. Так, ключи. Я вон сюда пакет сложила твои вещи. Но. А где ключ не знаю. Да, там и то. Там и то. Да, мы придем и все будем ключи.
Я завтра работаю, по крайней мере. Всего доброго, спасибо, молодцы. Ой, конечно, представляю. Да мы на что иди тогда? Да, 7 садиков озвучено. А потом, а я знаю почему. Потому что там сделано, было 2 диплома на детский сад номер 2. Типография. Да. А мы думаем, почему 2 диплома для детского сада? Все поняла. Все будет. Слава Богу, помощь.